алгоритм сжатия давал, ну, сжимал данные, давал их нейронной сети, нейронная сеть на них обучалась и оптимизировала работу этого самого алгоритма. Получалась такая рекурсия. И в итоге они столкнулись с проблемой, что все способы защиты, там, какой-нибудь там ТЛС или еще что-нибудь, всякие разные сертификаты, начали просто как семечки щелкаться. Там за пару часов взломали Теслу, Тесла поехала, ну, чтобы проверить, работает Тесла или нет, отправили ее куда-нибудь там на мойку, чтобы она сама себе помыла. И в итоге, ну, они поняли, что не, такой продукт выпускать нельзя, иначе наступит хаос. Ну, у всех появится доступ к зашифрованным данным. Они решили проблему как? У них была большая там церемония, выставка, они вот хотели на ней облажаться прям конкретно по полному. Я бы сказал другое слово, но тут уже людей больше подтягивается. Они написали, изменили сборку, и теперь все устройства генерировали низкочастотные волны для того, чтобы... Они хотели таким образом заглушить Bluetooth, Wi-Fi. Ну, это как вот по фильму рассказываю. Я не знаю, в теории возможно такое или нет, но вот это все по фильму. В итоге сеть не упала, они запустили, сеть не упала, но наступил крысогеддон. Город Сан-Франциско, из всех углов повылезали крысы, и, ну, они сказали то, что, ребята, мы сворачиваемся, потому что из-за наших устройств там, животные сходят с ума. Вот как-то так. Прикольная история. Ну что, подошло время. Привет, кто присоединился. Александр, Олег. Да, всем привет. Максим, Мария, Всем Александр. привет. Привет. Ну, режим с камерами, наверное, не обязателен, но прикольно, да, когда видно лица. Это тогда по вашему желанию. Смотрите, что хотим сегодня сделать. Наверное, я хочу сначала запустить запись. Влад, у тебя тоже пошел, да? LDV. В общем, какая идея сегодня? Мы с Владами, у нас есть один чатик, где мы беседуем по поводу применения аишных инструментов. Вот Владислава Пикунюка вы все знаете, я думаю, ну, или большинство из вас. Вот. А еще с нами Влад, талантливый промпт-инженер с одного из проектов. Влад, я думаю, что среди моего ближайшего, ну, вообще среди моего окружения, знакомых мне людей, наверное, лучше всего знает возможности аишных инструментов сегодня и успевает как-то следить за ними. Вот. И у меня давно была идея попробовать собраться в небольшой компании, попробовать что-то сделать вместе. Потому что у меня свой опыт, у Влада свой опыт, у другого Влада еще свой опыт. Ну, то есть объединить и посмотреть, что получается. Может, я что-то делаю не так, может, даже где-то я смогу посоветовать, как делать правильно. А потом подумал, раз мы будем собираться, почему бы не позвать и остальных? Вдруг у кого-то есть свой опыт, и можно будет сделать что-то лучше. В общем, это не презентация далеко в классическом виде. То есть подготовки не было намерено вообще никакой. Чтобы можно было пройти по шагам, как обычно это делаю я, и собрать фидбэк. Может быть, что я делаю не так. Может быть, кто-то что-то для себя новое откроет. Начиная с самого начала, когда у нас есть просто какая-то идея в голове, хочется что-то сделать, и до реализации, до запуска где-то у себя на компьютере. Получится или нет, я не знаю. Что получится, тоже не знаю. Если будет какой-то результат в конце, будет круто. Ну, если не будет, и мы чему-то научимся в процессе, даже если мы сделаем выводы, что для решения каких-то задач что-то пока что не очень получается, то это тоже будет хороший результат. Главное синхронизироваться. Вот. Какой формат? Сейчас, я думаю, мы начнем потихоньку что-то делать. У Влада есть интересные подготовленные поинты, которые будут интересны тем, кто хочет работать с аишными инструментами в разработке. Но мне кажется, что сейчас с них начинать, наверное, не очень правильно, да, не очень организованно будет, потому что мы еще не дошли до того этапа, когда это имеет существенное значение, я имею в виду вот сейчас в нашей встрече. Я думаю, Влад, что когда мы дойдем именно до генерации кода,
об этом как раз будет уместно рассказать, когда мы про правила будем говорить, да, как инструктировать систему правильно, вот, и как вообще вести разработку вместе с ней. Может быть, где-то поспорим. Любой, у кого есть мнение, пожалуйста, включайтесь, можно перебивать, можно спрашивать в любой момент, можно давать советы. Это даже приветствуется. Я вообще буду очень рад, если кто-то из присутствующих окажется более компетентным в применении аишных инструментов и мне скажет, что я делаю неправильно. Я буду тогда рад, потому что я смогу освоить их лучше. Всем понятно? Есть ли предложения, замечания? Да, есть предложение. Мы можем начать с того, от чего мы будем отталкиваться. То есть у кого есть в двух словах какой опыт, ну и может быть нет опыта с AI, и, соответственно, чтобы понимать, ну как бы кто из чего исходит вообще в целом. Давайте представимся, расскажем. Тогда я пойду. В общем, я Алексей, я разработчик, я разрабатывал на многих языках программирования. В последнее время я пытаюсь разрабатывать с помощью аишек в таком довольно любительском режиме, к сожалению, потому что время не позволяет профессионально этим заниматься. Но я уверен, что аишки – это будущее. Ну, то есть непонятно, заменят они человека или не заменят, но уж точно усилят. И даже сейчас я это ощущаю, потому что некоторые задачи решаются гораздо быстрее, прям гораздо-гораздо быстрее, но есть очень много «но», как их правильно применять. В общем, я себя считаю человеком, который умеет применять АИ-инструменты в некоторой степени. А насколько хорошо, я не знаю, очень сложно откалиброваться. Влад, давай ты. Влад Яконюк, ты первый у меня в списке. Да, ладно. Так, ну, я разработчик, я тоже разрабатывал, писал на разных языках, писал разные приложения, как и где-то там и бэкэндовские, и и клиентские приложения. Но в основном это была как бы какая-нибудь веб-стайл разработка. Вот у нас есть бэкэнд, вот у нас есть клиент, обычная классическая история. Я с различными инструментами, я на самом деле человек консервативный, мне сложно что-то новое там принести, сказать то, что, ну, особенно который на хайпе, и сказать, вот, блин, какая крутая штука, я буду сначала отнекиваться, но как-то потом пришел к тому, что аичные инструменты все-таки полезны. Я их использую больше, наверное, как любитель. Я вообще, у меня мало представления о том, как надо общаться с аишкой, как она мыслит. И в работе я ее использую. Мы с ней делаем разные вещи, начиная от того, что там, мне лень ковырять документацию там, фреймворка и понимать, почему здесь у меня ошибка. Я ей просто говорю, там, в IDE-шке там, от JetBrains или в курсоре в том же самом можно нажать сочетание клавиш, и у тебя появится кнопочка Fix with AI. Вот. Ну и также я там с ней где-то местами строил сложные схемы, проектировал где-то, может быть, архитектуру там мы с ней, ну, потому что в голове, например, это все дело сложно уложить. Вот пробовал с помощью аишки таким способом что-то спроектировать. Насчет мнения, как АИ-инструменты развиваются и как они будут в будущем, у меня такое еще пока в голове каша одна вместо какого-то конкретного мнения. Я читал разные выводы, там, и от того же самого увидел там разные SEO, там, чата GPT и Клода говорили о том, что там через год программистов заменит АИ. Я в это вообще не верю, потому что и я вообще не понимаю этих людей, которые говорят о том, что сегодня надо быть аккуратными с разработчиками. Они с помощью чата GPT подделывают резюме, проходят тестовые собеседования. Ну, во-первых, такое было всегда, мне кажется. Люди друг друга обманывали, но только сегодня появился инструмент чуть другой. Это было всегда, оно и будет. Если человек умеет пользоваться инструментом, ну, оно же работает. Ну, зачем человеку знать, как работает? Мы, Да. кажется, чуть-чуть углубились, да? Ну, Нас много здесь человек, а мы еще пока не перешли к поездке. В общем, если я правильно тебя услышал, да, то ты несколько скептично относишься к применению сейчас в разработке, да?
Не скептично. Я хочу, чтобы эти инструменты использовались, но я не понимаю людей, которые говорят слишком такие, знаешь, оптимистичные вещи и там друг друга недолюбливают из-за того, что кто-то там пользуется ИИ. Хорошо, спасибо. Давай дальше. Влад, давай с тебя тогда тоже. Ты у меня следующий по списку. Хорошо. Я много занимался в жизни бизнесом и много сталкивался с разработкой на AI, в основном для своей внутренней кухни, как программ, так и сервисов. И, соответственно, в принципе, много было моментов с подачей технических заданий, с проверкой результатов, то есть такая проект-менеджерская тема. И, соответственно, когда появился AI еще 3 года назад, я заинтересовался этой темой, потому что видел в этом перспективу, там, в первую очередь, для генерации контента и отслеживал постоянно, что происходит, ресерчил эту тему. Вот. И как результат, в данный момент я пользуюсь несколькими AI-инструментами для кода, что позволяет мне экономить время вместо того, чтобы ставить техническое задание программистам, делать это с AI и получать какой-то результат, который более-менее можно опубликовать, что-то делать с помощью этих инструментов, которые я делаю с помощью AI. Вот. И, соответственно, у меня сформировались некоторые принципы, паттерны приблизительно дней за 40, пока я с этим работал, которые связаны с тем, как в целом работают нейросети, о чем я узнал за 3 года. Вот мне это помогает в том, чтобы управлять этим. Ну вот на этом, в принципе, пока интро мое все. Спасибо, Влад. Так, дальше Александр. Всем привет. Я мобильный разработчик. Последние 2 года, так я по образованию химик. Ну, разонравилось, можно сказать, это дело, если в 2 словах. Разработчик, Flutter-разработчик в первую очередь. Немножко под iOS учился изначально. Вот благодаря Владиславу стал Flutter-разработчиком. И ни секунды не жалею об этом. Только рад. AI я один раз, я использую Android Studio, я вот знакомый слышал, что вот надо бы научиться, попробовал запустить, и я не знаю, почему, он немножко поначалу мне отвечал, там Gemini агент в Android Studio, так скажем, вживлен, даже получил там какие-то ответы неплохие, у меня там были вопросы, он мне объяснил, но потом почему-то это заблокировалось, то ли он понял, что я на территории РФ нахожусь, и я потом даже через пытался VPN включить, и все равно там стоит какой-то блок, он не отвечает на мои вопросы. Ну вот, ну вообще тоже консервативен, я вообще как привык все делать сам, а тут как бы кто-то за меня что-то делает, мне как-то эта идея не нравилась, но в последнее время, вот, так скажем, ввиду воздействия моих знакомых, ну и в частности вот сегодняшней встречи, все-таки смирился с тем, что надо использовать AI, но, к слову сказать, я не понимаю, как его применить, потому что я вроде бы и так boilerplate почти не пишу на Flutter, в смысле, есть кодогенерация, которая этим занимается. Все остальное кажется, что я даже сложно мне представить, а как же AI это все напишет? Это же нужно знать ТЗ, получается. Вот мне даже вот интересно, может быть, сегодня узнаю, как вот это сделать. Спасибо, применить. давай посмотрим вместе тогда. Бэкграунд понятен. Максим? Да, я, скажем так, на стадии своего становления в качестве тестировщика, на начальной стадии, поэтому как бы опыта не очень много, но я для себя, скажем так, чат GPT открыл, и это очень крутая штука, которая позволяет мне разбираться вообще практически во всем. Вот, в принципе, любой задачи, которая, скажем так, это укорачивает время очень сильно. Я соглашусь с Владиславом, я думаю, что заменить человека точно не заменит. Но то, что облегчит 100%, скажем так, приход к нужному результату, 100%. А уже понимать там будет человек, это не будет понимать, нужно это будет. Не всегда важно разбираться во всем досконально. Вот, к сожалению, так, но не всегда. Самый главный, скажем так, наш ресурс – это время.
Поэтому, если время затрачено меньше, а результат тот же, и все работает стабильно, ну, я не вижу ничего плохого. Спасибо. Спасибо, Максим. Я буду немножко прерывать, да, прошу прощения. Да. Хорошо. Пытаюсь обидеть, просто чтобы мы быстрее шли. Бэкграунд понятен. Александр? Всем привет. Александр Аверьянов у меня по списку. Не я, извините. Да, добрый день. Я бэкэнд-разработчик. Надо сказать, что тема интересная, но как-то профессионально не доводилось использовать АИ. Вот, поэтому будет интересно очень. Спасибо. Ну, круто, что ты заинтересовался. Спасибо, Да. очень ценю. Мария? Всем привет. Я сейчас как бы бэкэнд-разработчик, немного переквалифицируюсь с фронтенда. Использую ChatGPT прям очень часто. Он помогает и в разработке, то есть дает какие-то советы, как лучше писать. И сам код генерирует, но не идеально, то есть полное большое приложение ему еще не получается сделать. И в дизайне, получается, может какой-то прототип сделать, но еще очень криво. Вот. Было бы интересно еще что-то узнать. Спасибо, Мария. Александр? Я? Да. Всем привет. Я стажируюсь у Алексея, пишу на питоне, начинаю, пытаюсь, так сказать. Ну, здесь в ознакомительных целях, пока еще, конечно, в разработке. Ну, аишки применяешь или нет? Вот тут да самый пока еще нет. Я так, как пользователь, конечно, там чатом GPT пользовался, но в разработке пока еще нет. Отлично, Александр. Спасибо, что пришел. Значит, будет что-то полезное. Надеюсь. Олег? Добрый день. Я сисадмин DevOps. Ну, чатом GPT я давно пользуюсь. Сделать шаблон, например, для той же автоматизации, какие-то этапы с ним обдумать. Ну, интересно очень наблюдать, как он развивается. За те же полгода значительно это все развилось. Сейчас гораздо проще, но все равно надо с документацией сверяться. Иногда вредные советы получаешь от чата GPT. Спасибо, Олег. Так, Карлен, я не помню, как правильно к тебе по имени обратиться. Правильно. Всем здрасте. Да, я тоже тестировщик, чат GPT пользуюсь. Я сейчас ручной тестировщик, пытаюсь научиться писать скрипты, автоматические проверки. И вот когда что-то непонятное, что-то не понимаю, не могу, ошибку выдает, обращаюсь к АИ, помогает, выручает всегда. Еще я вообще не знаю, что такое код и все это. С помощью чат GPT я как бы написал бота, чисто ему задавая вопросы и давая инструкции. Я создал хорошего бота себе на Telegram. Круто. Так, да. То есть без опыта разработки ты разработал бота в Telegram? Да, вообще не понимаю абсолютно ничего в коде. Прикольно. Хороший опыт. Значит, может, нам что-то посоветуешь сегодня. Влад, от тебя был запрос изначальный. Тебе понятно сейчас, да? Как мы общаемся? Да, спасибо. Понятно, что в целом все пробовали немножко, в основном через чат, через окна чатов, которые не совсем адаптированы для разработки, которые универсальные. И в целом я понимаю, что с энтузиазмом в целом люди относятся, либо же чувствуют необходимость в этих технологиях, потому что об этом все говорят, что это будет применяться. Вот. Спасибо. Ну что, давайте приступим, попробуем. Ты что-то уже скоро скучать начнем, мне кажется. Есть ли у кого-то хорошая идея, задачи, которые мы могли бы реализовать вот прямо сейчас? Задам такой вопрос. Или я достану свою заготовку. Я уже скинул ссылку. Ну, есть такая мысль сделать мобильное приложение, в котором бы я фиксировал фильмы, которые я просмотрел, и который мне дал бы рекомендации на основании моих интересов. Ну, в частности, фильмы, музыку. Вот такая есть мысль. Вот предлагаю вот такое мобильное приложение. вещицу. Да.
понял идею, спасибо. Поскольку это мобильное приложение, я бы предложил это вынести на какое-нибудь одно из следующих мероприятий. Я просто не готов к тому, чтобы мобильное приложение сейчас разрабатывать. Вот под веб более-менее я представляю, да, там как что. Мне будет просто сложно вести такую тему. На следующий можешь прийти ты уже. И мы с тобой, тебе поможем разработать такую идею. Договорились? Да, окей, понял. Ну, просто сейчас не в тему немного. Не, ну, в тему, просто я к этому стеку не готов, да, чтобы сейчас мобилку Да. своими руками. Так, Максим? Это так немножко автопа. И, кстати, к этому приложению, чтобы оно генерило со всех существующих сервисов данные. Ну, то есть, вот это было бы очень круто. Ну, это просто на стадии идеи. Ну, еще чтобы это было написано языковой моделью, и потом языковая модель подбирала рекомендации. Ну да, вот того, чего не хватает интеграция. в плане от пользователя, того, что у меня есть это в музыке, у меня есть это в другом приложении, у меня есть в разных 5 приложениях. У меня все это есть, но разных 5. А если это все будет в одном, вообще будет пушка. Максим, Александр, я предлагаю вот в чатике ForReach Partners это обсудить, вот эту идею, да, и будет круто, да, если следующее мероприятие мы попробуем его вместе сделать какой-нибудь аишкой. Александр. Я думаю, что нужно что-нибудь более примитивное взять, то есть такие уже глобальные масштабные варианты не рассматривать. Почему? Потому что, чтобы оценить результат работы, нам нужно быть самим компетентным в этом. Поэтому я думаю, Алексей, если мы возьмем твой пример, это будет самый лучший образец того, как мы сможем оценить вообще результаты АИ работы. Окей. Давайте попробуем. Я взял не совсем стандартную задачу. Ну, потому что генерировать Hello World, да, это прикольно получается. Там, для этого нам не нужно собираться. Задача вот какая. Наверное, многие из вас знакомы с нашими таймшитами, да, как мы их ведем. И нам, тем, кто с этими таймшитами потом работает с заказчиками, тут довольно много сложностей с тем, чтобы руками подталкивать всякие вещи. Например, генерацию этих таймшитов, закрытие периодов, когда мы подаемся в оплату. Это приходится делать руками. Есть некоторая автоматизация, но она недостаточная. То есть то, что дают Google Sheets, этого мало. Вот это описано в статье, ссылку на которую я сбросил в чатик, как это сейчас происходит. Также есть открытая папка на Google Drive, где можно посмотреть на примеры этих таймшитов. Давайте, наверное, тоже скину в чатик. И что-то я типа специально не Jira. готовился. Это что-то типа Jira? Замена Jira имеется в виду, если в двух словах. Кто говорит? Я говорю. Ну, это наш способ ведения учета трудозатрат на проекте. Ну, то есть для специалиста он выглядит так, что вот у нас есть какой-нибудь Майкл, вот, и он записывает, какие работы он делал, когда, сколько часов затратил. Ну и дальше мы закрываем это в некотором периоде, отправляем на оплату заказчику. Есть затраты, которые вот он еще не оплатил, а есть, которые даже не вошли еще в период. Вот, и мы работаем сейчас через Google Sheets. Хотелось бы это как-то автоматизировать. И вот моя идея заключается в том, чтобы мы сделали приложение, которое базируется вот на этих данных, то есть не на классическую базу данных, а он рассматривает Google Sheet как базу данных, и помогает нам с автоматизацией. То есть когда мы хотим, например, создать таймшиты под новый проект, он их генерирует, дает нам готовые ссылки, да? Может быть, в будущем куда-то их рассылает сразу ребятам. Когда мы хотим закрыть какой-то период оплаты, мы делаем это тоже автоматизированно. Давайте небольшую вводную часть. В общем, у каждого специалиста есть вот такой таймшит, да? Он здесь зеленым отмечены те поля, которые редактирует специалист. Синим те, в которые он не лезет, а это лезет руководитель проекта. Тут, мне кажется, должно быть все понятно, да? Когда были работы, что сделано, сколько времени затрачено. Потом такой таймшит есть у каждого специалиста в проекте, да?
Потом сведения из этих таймшитов сводятся в один отчет для заказчика, где просто суммируется то количество часов, которое вошло в период. Каждый период закрывается отдельно. Вот, допустим, здесь мы посчитали только те часы, которые вошли в февраль. И по ставкам посчиталось, сколько заказчик должен заплатить. И есть внутренняя уже табличка, где мы видим разные ставки. То есть ставку для заказчика, ставку для разработчика. И здесь мы считаем, сколько мы должны заплатить специалисту и сколько причитается компании. Вот. Сложности в том, что вот эти вот периоды, они создаются руками. То есть, когда я захочу закрыть текущий период, я продублирую одну из этих вкладок, и здесь вручную пропишу не февраль 2022, а март 2022. Вот здесь посчитаются часы, и дальше я буду знать, кому мы сколько должны. Вот. Хотелось бы автоматизировать создание таймшитов и хотелось бы автоматизировать закрытие периодов. Какую задачу мы хотим решить, понятно или не очень? Кому непонятно? Давайте так. Задача понятна, а вторую табличку можно еще раз посмотреть? Вот эту ты имеешь в виду? Да, сейчас, секундочку. Я просто скриншоты делаю. Смотри, я ссылки скинул в чатик. Это все общедоступные документы. Это примеры без конфиденциальной информации. Это... Я понимаю, это просто нужно переложить теперь в голову AI, чтобы он с этим работал. Поэтому я Вот, делаю давайте скриншоты. попробуем. Вот. Ну, извините, я еще добавлю касаемо проблемы, которую мы пытаемся решить. Я как человек, который работает с этими таймшитами, как разработчик, так и тот, кто их актуализирует, на самом деле, тема востребовательная, потому что чем больше разработчиков, а еще если там, допустим, с одним заказчиком разные направления, это превращается в очень большой геморрой, а тут как бы, деньги, облажаться нельзя. Да, ребята, вы знали, как я боюсь начала очередного месяца, когда опять все считать, это жесть. Я тоже поддерживаю. Окей. У нас объем работы растет. С одной стороны, приятно, с другой стороны, каждый раз думаешь, пора пить валерьянку. Итак, смотрите, я описал это когда-то в 2024 году, концепцию работы в статье. Поэтому я подумал, что это хорошая задача, потому что можно просто этот текст взять и скормить. Влад, вот я обычно беру, вот так вот копирую весь текст, отдаю его в чат GPT и говорю, что сейчас пойми концепцию, а мы дальше будем обсуждать техническое задание. Как тебе? Нормально пойдет. Еще вариант другой, это вот сейчас ты рассказывал в целом про то, что как происходит, какие проблемы, какие есть вкладки в самом приложении. И это все можно записывать просто на диктофон и дальше отправлять туда же, собственно. Это даст дополнительный контекст. Вот еще второй момент, это то, что... Ну да, в принципе, этого достаточно пока. Ну вот я добавлю, да, что я иногда включаю вот этот advanced мод и предварительно беседую. Ну, когда куда-нибудь иду, еду, еще что-нибудь такое, вот у меня свободное время. И потом расшифровки из этого разговора тоже скармливаю. Вот, но... Извини, да, перебью тебя. В теории, вот мы сейчас сидели здесь, как вот, представьте, что мы команда разработки, и нам вот Алексей, заказчик, поручил такую задачу. Мы, в принципе, послушали основное видение по задаче. В принципе, можно запись, которая у нас сейчас будет, там, например, из CLDV взять и скормить то же самое чату GPT или хотя бы транскрипцию. Влад, тоже, что думаешь на этот счет? Да, можно. Алексей, а может быть я экран расшарю просто, чтобы... У меня есть идея о том, что можно это все показать в рамках одного приложения, чтобы не перемещаться между чатами, может быть, даже. Хорошо, если ты можешь сейчас помочь нам с формулировкой задачи, наверное, тогда же было бы лучше. Я просто хотел поделиться, когда мы перейдем к работе с курсором, если ты позволишь, да? Давайте, через GPT сделаем. Я просто в курсоре потом бегло сразу то же самое покажу.
Ну давай, Как кстати, делать? сравним. Вот давай сейчас вот здесь вот, да, попробуем пообщаться. Да, То есть да. вот я ему скормил концепцию. Это 4О, обычный на про-тарифе. Сразу можно ремарку здесь добавить, что нам нужно, во-первых, нам нужна краткость для технического задания от нейросети, чтобы мы могли просто ознакомиться с этим и понять каждый пункт. Это первый момент. Второй момент, нам нужен самый сильный искусственный интеллект на этом этапе. Поэтому подойдет GPT 4.5. Можно его открыть через сервис OpenRouter. В OpenRouter есть все модели, то есть там мы просто можем выбрать, какую модель мы хотим, чтобы она нам отвечала. То есть туда достаточно там положить несколько $, и оттуда можно общаться с любой моделью, там все модели постоянно обновляются. Вот самая сильная модель, она нам позволит сэкономить время, потому что она не будет воду лить, это раз. И второе, она будет более учитывать больше нюансов, как с точки зрения того, что мы ей скажем в плане технического задания, так и с точки зрения того, что она знает уже о том, как эту задачу решать. Еще момент можно разделить, когда мы просим загенерировать техническое задание по нашим вводным данным, можно разделить сразу, попросить модель, чтобы она генерировала отдельное задание для фронта и отдельное задание для бэкэнда. Вот. Можно Это и, такие наверное, шаблон дополнения. скинуть. Вот у нас есть, например, шаблон, как мы описываем ТЗ, то есть у нас идет описание продукта, цели продукта, там какой-нибудь конечный результат, и потом пошли там, например, функциональные, нефункциональные требования. Обычно такой документ как бы представляет, в принципе, по всем командам разработки, что от кого требуется. Также можно, например, еще потом попросить, скажи, какие мне специалисты понадобятся. Ну, то есть понимать, что требуется там от команды бэкэнда, что требуется от команды фронтенда, требуется ли здесь, например, команда девопсов отдельно, которая там будет все это дело настраивать, там разворачивать, или, например, разработчики самостоятельно это смогут сделать. Алексей, сейчас же можно было вместо текста просто ссылку туда в этапе задания У скинуть. меня это плохо работает почему-то. Он не всегда ходит, не всегда все достает. У меня такое чувство, что он лучше понимает, когда ему текст постили. Ну, так-то чище вывод будет. Не знаю, мои личные выводы, может быть, оно... Не, про опыт интересовался. Ну вот мой опыт, да, что лучше текст копипастить. Вот прям. Влад Яконюк сделал ремарку по поводу того, что мы сразу хотим получить для каждого специалиста техническое задание. Тут можно еще добавить, что если мы, как один специалист в коллективе, то мы можем сразу описать чату свою роль в этом проекте. То есть, например, я планирую делать часть кода, которая отвечает за это, за это и за это. То есть сделай для меня тогда персонифицированное задание, которое я буду делать с AI. А для остальных вынеси это как бы в отдельные блоки, чтобы это шло уже как бы следом. То есть то, что они будут делать, чтобы мы как бы имели представление о всей системе, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы я действовал как бы локально в рамках своей специализации в этом проекте. Это вот так вот можно сразу завернуть в обращение к чату. Прикольно, спасибо за ремарки. Я хотел просто показать на проект OpenRouter AI. Влад, ты же его имел в виду, да? На самом деле, я им пользуюсь, но обычно для доступа по API к продвинутым моделям, потому что чат GPT мне не дает, потому что говорит, что я не на том тире. Вот OpenRouter AI в таких случаях выручает. И да, сюда вы можете прийти, если в чат GPT есть какие-то сложности с доступом. Я правильно понял, Влад, что нам лучше все это переспросить у более умной модели, да? Да, нам лучше переспросить у более умной и попросить еще ее быть краткой, чтобы мы могли быстро ознакомиться с тем, что она делает. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к O1, O3, вот к этим моделям? Для технического задания нужно самый лучший брать. 4.5 лучше, чем они, да? Да, 4.5 лучше. Можно еще использовать Claude 3.7 Sonnet. Потому что он будет исполнителем у нас конкретно. Мы с ним будем работать как раз. Саша руку поднял. Смотри, получается сейчас мы... Давайте скорректируем инструкции, и потом Александру передадим слово.
проанализирую концепции системы, дальше мы будем обсуждать задания на основании этой концепции. Попросить его сделать краткие выводы, Влад, я правильно так понимаю? Не-не-не, не вывода. Само техническое задание, чтобы было кратким. Ну, вот смотри, как я делаю. Я обычно Сам загружаю ответ. вот таким сообщением, а про техническое задание начинаю общаться потом. Как лучше? Лучше сразу сформулировать задачу полностью? Как ты говоришь, так лучше будет по этапам. Мгм. Если не в одну итерацию ты хочешь получить техническое задание, то лучше, да, можно. Окей. Вот он пошел. Александр, что ты хотел добавить? Да, а почему не DeepSeek? Вот такая ремарка. Почему ChatGPT? Ну, чат GPT умнее чуть-чуть. Но Ну, DeepSeek лучше. Ну, понял, просто То- лучше. тоже может быть. Просто попробуйте сделать это сразу в две сетки, отправить через тот же OpenRouter и сравнить два варианта. Мгм. Это может быть в какой-то момент, это сейчас информация актуальна конкретно на данный момент. Если там завтра, может быть, DeepSeek выпустит более умную модель, и тогда она будет актуальна. Мы можем в OpenRouter сразу несколько моделей выбрать и к ним отправить запрос. И выбрать то техническое задание, которое нам больше понравится. То есть они на один запрос будут сразу две сетки отвечать в отдельных сообщениях. Так, я пытаюсь теперь пообщаться с системой, как я бы общался с аналитиком или с разработчиком. Вот, я пытаюсь донести, что я хочу сделать. Я использую описанную систему для своих задач, но мне не хватает автоматизации для создания таймшитов по одному проекту, и у меня занимает много времени ручное закрытие периодов, как описано в тексте. Здесь можно сразу попросить ее, чтобы она задала тебе вопросы, связанные с тем, как она видит это, ну, вот эту всю тему, да. Ну, смотри, я хочу сказать, что я умею применять в разработке, ну, чтобы она понимала, с чем я умею работать. Пусть у меня будет Django, DRF, какой-нибудь Next, допустим, JS, да, Google Sheets API. Как ты видишь, а теперь то, что ты говоришь, да? Видишь? Задай мне, ну, то есть написать, задай мне там до 10 вопросов, чтобы наша дальнейшая работа по этой задаче стала более качественно выполненная, ну, чтобы качество поднялось нашей работы. Ну, я бы, кстати, у нее бы еще спросил, а как ты вообще сама видишь эту задачу, чтобы понять, ну, хорошо ли она ее поняла. Может быть, она где-то свернула не туда. Влад, принимаем? Мы будем просить ее быть краткой-то. Лучше, да, лучше кратко. Ну, то есть у нас есть конкретная цель, мы хотим получить техническое задание, которое мы передадим на исполнение. Соответственно, это техническое задание, чем больше оно будет расписано, чем больше фичей, тем дольше мы будем это готовить. То есть мы будем по одной фиче закидывать и получать какой-то функционал спустя там 3, 4, 5, 6 итераций. И, соответственно, если мы сейчас будем очень сильно размываться, может получиться не очень точно у нас. Так, вот так пойдем. Смотрите. Как ты видишь, можно выполнить эту задачу. Задай мне до 10 вопросов. Поехали. Так. Мне кажется, сильно много сразу накидали. Он сейчас все берет все в одну кучу и непонятно, что расскажет. Ну вот и проверим. Так, хотите ли вы... Он начинает задавать вопросы. В принципе, да, хорошие вопросы. Хотите ли вы, чтобы автоматически создание нового таймшита сразу копировало шаблон с настройки прав доступа к конкретному специалисту? Я обычно просто копипащу. Да. Я хочу, чтобы таймшиты вместе с формулами копировались из шаблонов. Google Sheet. На секунду быстрее будет, если 1, 2, 3 просто ответы без копирования вопросов. А он поймет так? Да, поймет, конечно. Да, я тоже цифры обычно ему в ответ.
А я так ни разу не делал. Я всегда боюсь, что он меня неправильно поймет. Прикольно, спасибо. Хороший лайфхак. Периоды могут не совпадать. Например, когда выплаты чаще раза в месяц. Периода может быть рядом вообще это произвольный идентификатор. Третье. Сколько обычно специалистов в одном проекте? Ну, допустим, до 15. Так, 4. Список специалистов постоянно меняется. Нужно создание вкладов обязательно. Так, можно пока задавать вопросы, да? Пожалуйста. Это нет. Александр, тебя не слышно. Да, спасибо. Вот вопрос к Владиславу, ко второму, не к Нику. По поводу, я тут вижу еще окошко AI Note Taker. Это вот какая-то запись для того, чтобы потом это AI в контекст добавить. Это вот просто прокомментировать как-то можешь, что это за штука такая тут в Google Meet? В Google Meet в интерфейсе? Ну, не в интерфейсе, а прям вот если посмотреть на список участников, здесь есть некий Владислав's AI Note Taker. Я думал, это ты что-то включил. Это наш записыватель аишный, который записывает встречу, во-первых. Во-вторых, ее стенографирует. Да. Это KillDV, называется инструмент, позволяет делать записи встречи с последующим. Можно, он работает с AI, поэтому у него там и транскрипция, и выделение там каких-то, например, основных задач можно прям сразу делать. То есть всего. То есть там минутки он может потом... Вот только такие вещи. Да. А потом как получается, вот у тебя идет запись, и слева идет транскрипция. Так, извините, я ответил только на все вопросы. По тайм-шитам. По тайм-шитам, по тайм-меткам идет. Ну, в принципе, Telegram-бот меня тоже устроит. Я думаю про веб-приложение. Итак. Вот мне, конечно, это не нравится. А почему она свернула в Telegram-бот, если мы говорили там про Next.js? Я попросил ее выдвинуть предложение. Мне на самом деле Telegram-бот понравился даже больше. Я как-то его упустил. А мне на самом деле, мне кажется, интереснее будет с этим. Да? Ну, давайте. Давайте для тренировочных нужд попросим его все-таки, чтобы у нас было веб-приложение, да? Вот, а так Telegram-бот это прикольно. Итак, что он предлагает? Создавать новую папку проекта по заданному шаблону – это хорошо. Копирует для каждого шаблона там сразу удобно вот это прикольно, он предложил. Это я даже когда-то думал, что было бы классно это сделать, но я его даже не запрашивал, а он предложил. Молодец. Да. Архитектура автоматизации. Не хочу Google Apps Script. Нет. Вот. Давайте попробуем его скорректировать. Я хочу, чтобы у меня было все-таки приложение на Next в качестве фронта, который я сам хочу, и backend на Python. На Django, потому что мне знакомее. Хотя я не уверен, да, что здесь нужно Django, потому что у нас же базы данных классической нет. Да? API. API. Как ты будешь делать? Fast API, например. Ну, можно Fast API, но я к тому, что как бы я думал, ты имеешь в виду про backend приложение нужно оно или нет, оно нужно. Угу. Backend приложение нужно. Вот. Может, наверное, Fast API, да?
Так, ну теперь нам, получается, нужно взять, написать, что мы отклоняем, какие, и что мы хотим вместо этого. Это первый момент. И второй момент, мы можем сразу попросить разбить на фичи на отдельные для того, чтобы их кодить, и попросить описание для каждой фичи. То есть там список из фичей, там, например, 5 фичей основных, которые будут, и из чего они должны состоять. И, наверное, что-то там, что общая база, которая будет к чему это все мы будем пристыковывать. В такой формат типа трансформировать. Смотри, Влад, я сейчас вижу, что из фич не хватает одной. Я хочу, чтобы вдобавок вот к этим файликам появился еще один с метаинформацией. Это специалист, название специалиста, его должность, его условия в проекте, с какой он датой работает. И чтобы на основании вот этого вот входного файла генерировалось все остальное. Вот как-то так я это вижу. И это будет и информация для проекта. То есть я что-то там поменял, нажал кнопку «Перегенерировать», тема пошла, проанализировал. В тему роли пользователей в системе, правильно? Ну, это еще один файл с метаинформацией, в том числе с ролями пользователей в проекте. Это, я думаю, что касается фич. Давай попробуем ему сказать, да? А про технологии тут нужна существенная корректировка. Так, я хочу, чтобы добавок к имеющимся файлам. Ну, это логичные исходные данные же, конечно, нужны для генерации этого всего. Еще один с информацией о специалистах в проекте. Именно ставки, дата подключения, проект и т.п. На основании этого файла будет генерироваться таймшиты, исходные отчеты. При внесении изменений вот этот файл будут носиться корректировки таймшиты. Так, про стек технологий. Итак, логичное расширение. Спасибо, друг. Теперь, насчет стека технологий. Можно, наверное, пока ему написать, что технологии я вижу такими. Fast API сервер для работы с таймшитами. Next.js приложение. Мне кажется, лучше ему указать не работы с таймшитами, а работы с Google Sheet'Api. А то он подумает, там... Нет, что-то не то. Добро. Хорошее замечание. Добро. Итак, файл с информацией. Че, ему не надо писать, что это будет веб-приложение? Так поймет. Ну, думаю, то, что Next.js указан, он поймет. И FastAPI. Ага. Ага. Обновление исходных отчетов, сводные отчеты автоматически. Да, да. Да, вот это я и хочу. Он правильно все описал. Так, теперь мы говорим про технологии, да, Влад? Угу. С чего начнем? Вот, я ему дал главную корректировку, но чтобы он в том направлении начал думать о том, что мы хотим FastAPI и Next.js.
Я бы начал вообще с бэкэнда. Или с фронта. Давайте с фронта начнем, он веселее. Да? Александр, Давайте что сказать, чтобы понимать. Давайте лучше с бэка начнем просто, а фронт пусть сам придумывает по ходу дела, когда будет кодить. А мы просто его будем поправлять, если нас не устроит его фронт. Окей. Нам нужно сократить просто время на это все. Мы просто так можем не успеть. Окей. Хорошо. Мы хотим делать бэк. Влад, как предлагаешь поступать? Я или Яконюк? Да. Попросить генерировать техническое задание на бэкэнд с учетом всего выше изложенного. Да, и одно из правил – это то, что нельзя бездумно, а тут мы с Владом, мне кажется, сходимся, да, нельзя бездумно полагаться на то, что тебе выдают. Нужно все-таки читать и корректировать. Давайте посмотрим, что он нам предложил. Да, и ограничения сразу тогда напишем. Ну, то есть мы следующей командой говорим, напиши техническое задание на бэкэнд, ограничения наши такие. То есть исходим из того, где мы это будем как размещать. Размещать ты имеешь в виду, что это будет наш сервер, да? Ну да, какие у нас есть ограничения серверные, чтобы у нас это все туда задепло. Пусть он как бы должен это учесть, когда он будет пропускать бэкэнд, техническое задание через свои мозги, он должен типа учесть, что он будет это садить на такую-то базу, на такую-то платформу. И, соответственно, он уже должен сам подкорректировать, если какие-то технологии, которые он сейчас себе для бэка нафантазирует, если они в этих ограничениях невозможно, то он должен сразу нам, соответственно, в ответе выдать без того, чтобы мы по граблям ходили в будущем. Итак, разработай нам техническое задание на разработку бэкэнда сервиса, описанного выше. Пойдет? Учитывай, что сервер мы будем развертывать на VPS Ubuntu 24.04. Я причем про Nginx написал, про требуется HTTPS там. Ага, точно. С Nginx в роли реверс прокси. На чем запускаться будет Fast API, я даже еще не знаю. Пусть сам, наверное, предложит, да? В смысле? Ну, быть супервизором или как ты имеешь в виду? Я не знаю просто, что родное для Fast API. Надо смотреть, насколько он... Может быть, в Fast API там что-то лучше проработано. База данных. Так, базы данных собственной не будет. Я думаю, что это важно. Базы данных собственной. Нет. REST API подход. Информация. Ну, окей. Вся информация лежит в... Все данные. Нет. Работа. На русском пишешь? Да, вижу. Так, Влад, что еще говорил? Ну, REST API подход. Ага. Еще что-то существенное? А кто с кем общается через REST API? Ну, фронт с бэком. Ага. Общение фронта с бэком. Он, кстати, такой слон понимает. Давайте этот слогер еще попросим повесить на API. По-моему, Fast API это сам делает. Ну, не совсем. Вот, хорошо. Там отдельно... Это, я не знаю, это сейчас или нет? Сейчас. Окей. API должен быть документирован. Согласно
API, по-моему, это называется, да? Так, и еще, знаете, вот на моем опыте, когда ты просишь яишку разработать, она очень глубоко берется за дело, она создает всякие интеграционные тесты, end-to-end тесты, системы мониторинга разворачивает. Я обычно говорю ей этого не делать, ну, потому что вот на данном этапе нам точно этого не нужно. Что думаете? Ну, сейчас это будет, мы получим, что мы, если же мы решили много делать через вот это окно чата, то нам нужно это окно скачать эту страницу и предоставить в качестве вики курсору, который будет выполнять. И он будет это использовать как свою документацию своего рода. Вот. Ну, видишь, Влад, я хотел еще, чтобы мы поиспользовали больше инструментов, да, чем просто курсор. Поэтому мы начинаем действительно в чат GPT. А дальше сейчас перейдем. Давай вот сейчас мы вот этот шаг сгенерируем здесь и переходим в курсор. Как ты думаешь? Да, ну то есть остальное уже, я думаю, что лучше с курсором выяснять. Вот эти детали, да? Угу. Я бы, то есть оно нам сейчас должно на бэк выдать техническое задание, и я бы, наверное, еще одной командой попросил сократить размерность всего этого чата и написать список ключевых слов и версий библиотек, которые он нам хочет предложить для применения в проекте. То есть чисто список ключевых слов через запятую с версиями библиотек. Хорошо, это будет отдельным запросом уже, да? Угу, да. Не стоит сейчас уделять внимание мониторингу сервера, тестированию, оптимизацию производительности. Это важно. Да, Александр? Да, вот вопросик. А вот я слышал, что лучше общаться с яишкой на английском. Как-то можете прокомментировать? Я не вижу никакой разницы. Вот мой личный опыт. Ага, спасибо. Может, когда-то это имело значение. Вот мой личный опыт говорит, что вообще пофиг. Влад, как у тебя? Я скажу. У меня, в принципе, есть набор поинтов, которые я мог бы озвучить, и там как раз это будет отражено. В целом, мы сейчас это сделаем, да? Сейчас мне озвучить это. Просто минут на 20. Смотрите, давай, может быть, тогда так. Сейчас я тогда самостоятельно... Давай сейчас с тобой скажем, что пойдет на вход в задание. Да нет. Давай расскажи. Окей, я постараюсь тогда более сжато. Так, может, не все, да. Основные принципы AI, то есть там есть какая-то LLM-модель сейчас за этим чатом стоит, которая генерирует текст. И у этой модели есть такие принципы, что она на вход много информации может получить, на выход дает коротенькие ответы, ну, ограниченные, скажем так. Вот, и если смотреть на это ограничение, то для английского языка получается больше текстов вынести в ответ. А если говорить про код, то код на английском языке в основном, если не учитывать комментарии на русском. То есть, соответственно, если общаться с AI на английском языке, то у него короче, ну, то есть он больше может текста отдать нам на выход. Это то, что касается, на каком языке лучше общаться с AI. Потом такой момент, что у AI, у него амнезия, он каждый свой ответ, он генерирует как бы с чистого листа. И для того, чтобы ответить на следующий вопрос, он использует summary из того, что до этого написано было им и отвечено. Это summary ему как бы подгружается прям в вопрос. То есть вы видите, что вы пишете вопрос, но вы не видите, что он дополнительно отправляет в саму LLM-ку еще саммаризацию того, что было перед этим обсуждалось. То есть получается, его как бы, у него амнезия, он постоянно генерирует как с чистого листа, только зависит от того, какие дополнительные блоки ему в память отправляются из приложения, в котором вы его используете. Это важно. Есть такие принципы, как one-shot и few-shot принципы. Это когда мы показываем, когда мы что-то его просим сделать, мы ему можем показать какие-то образцы, в том числе образцы того, как мы хотим получить желаемый ответ. То есть если у нас есть какая-то типичная задача, которую мы постоянно решаем, то мы знаем, как выглядит наш итоговый результат, и мы можем его показать и сказать, я обычно решаю такую задачу,
правильный результат обычно выглядит вот так. Значит, он будет стараться сделать в том же формате. Форматы, которыми он отвечает, он может отвечать чатом, это первый вариант, он может отвечать структурированными документами, которые там в формате схема, там в JSON, например, завернуты. Он может отвечать нам кодом, он может отвечать нам терминальными командами для выполнения в терминале там Windows или Mac OS. Он может отвечать нам SQL-запросами к базе данных. То есть все зависит от того, как мы его, то есть что мы ему покажем в one-shot примере, как мы хотим получить от него ответ. И такая программа, как Курсор, она использует вот эти вот моменты в том, что когда она отправляет AI какую-то задачу на выполнение, она сразу примерно указывает, что она хочет на выход получить. Зачем это нужно? Это нам нужно для того, чтобы мы открыли курсор, и этот курсор действовал как мы сами, то есть как программист, чтобы он запускал какие-то приложения на нашем компьютере, которые помогут ему отлаживать процесс, выполнять какие-то команды к системе и получать результат. Соответственно, он использует командную строку, он использует, может контролировать логи, которые выдаются, отправлять их сам в себя и извлекать ответ. Делает он это все с помощью такого понятия, как агент. Агент – это важно, это когда LLM может сделать, например, в рамках одной итерации работы с нашим пользовательским запросом, она может сделать несколько вызовов к инструментам, используя принцип LLM. То есть она, опираясь на то, что она может получать ответы, выдавать ответы в разных форматах, структурированных, неструктурированных, пользуясь этим принципом, она порождает такую промежуточную сущность, как тулзы, которыми она может что-то делать. Вот. И агент – это как бы надстройка над всеми тулзами. То есть, соответственно, если мы говорим ей, там, проинсталируй это приложение с GitHub, вот тебе ссылка, то он вызывает агента, который идет в интернет, смотрит по этой ссылке, что там за приложение, может быть, там он найдет команду для гита, которую он может исполнить, используя другой tools, и все это в рамках, то есть вы ему один раз написали, он это делает, там 25 вызовов делает, до 25 в курсоре за раз, и делает все как бы для того, чтобы решить эту задачу. Кроме этого, туда заложен еще инструмент, который позволяет проанализировать, что захотел пользователь. То есть это как происходит? Это когда ответ нейросети делится на две части. Одна часть – это рефлексия, вторая часть – это уже как бы ответ пользователю. Рефлексия – это сначала нейросеть готовит сырой ответ, который она бы дала пользователю, а потом она его сама же как бы читает и дает уже основной ответ на задачу пользователя. Этот механизм, он полезен в том, что он позволяет отрефлексировать, что же хотел пользователь, какие инструменты могут понадобиться там, для того, чтобы этому пользователю сделать его счастливым, то есть решить его задачу. И вот это вот все у нас есть в курсоре, это все доступно с одного окна, и это все можно писать команду и получать набор конкретных действий на своем компьютере, которые приводят к тому, что проект движется куда-то вперед, какие-то фичи пишутся, что-то откуда-то скачивается, куда-то кладется. Вот. Вот в этом вот основной принцип работы с курсором, как с площадкой для реализации своего проекта. Все, я пока на паузе. Очень надеюсь, Спасибо. что вот эта вот информация запишется. Влад, большое спасибо. Это действительно ценно на том уровне, когда ты уже немножко поработал, да? Я думаю, многие вернутся к этой записи и когда будет потребность, переслушают. Андрей к нам присоединился. Да, Андрей? Слушаем тебя. Да, да.
А я один никого не слышу. Верхнеуровневая инструкция. Я тоже не слышу, да. Все пропало, да? Слышно, но плохо. На записи будет слышно. Ну, значит, в следующий раз. Мы себя слышим, может быть, микрофон чуть-чуть тише сделать, и будет хорошо. Усиление микрофона уменьшить. Все, Андрей обиделся и ушел. Это его вроде слышно было. Ну, мне тоже было слышно. Хорошо, смотрите, мое предложение. Мне надо на 5 минут отойти. Давайте сделаем паузу. Я... Сейчас. Два. Да, Или я просто отойду и вернусь через 5 минут. Давайте считать, что это пока что пауза. Если вы хотите, можете продолжить обсуждение. О, Алексей, а можно я как раз твои 5 минут вот своим опытом просто Давай, поделюсь? но я пока отойду. Посмотрю на Да, запись. значит, про язык я хотел просто немножко поделиться опытом своим случайно набредшим, да, потому что я плохо знаю английский язык и разговариваю с GPT чаще всего по-русски. И в курсоре есть верхнеуровневая инструкция. Есть, у него же есть в конфиге, есть отдельно, где правила. И в этом правиле у меня прописано, оно сразу при инсталляции это спрашивает. Отвечай клиенту только на русском. Я и дописал туда, что еще отвечай и все комментарии делай на русском. И вот вы сейчас обсуждали, что есть такой момент, когда переспроси у GPT, насколько ты поняла задачу, и как бы ответь, ну, как бы понять, да, что она вообще думает. Вот у меня так исторически сложилось, что за счет того, что комментарии на русском и диалог на русском, а программирование на английском, как только она начинает ловить галлюцинации, я это вижу, потому что она начинает говорить по-английски. То есть если, ну, то есть мысли у нас с ней по-русски, а программирование по-английски, и очень быстро получается выявить галлюцинации, когда пошли. Такой вот интересным, просто хотел поделиться моментом. Если она начала писать по-английски, значит, она уже меня не поняла. Что-то пошло не по плану. Такой вот момент. Второй я хотел обратить внимание. Вообще. Такого не было, не видел никогда, чтобы галлюцинация, она переходила на английский. Как-то это надо... Так кажется, что галлюцинация и на русском может быть. Да, безусловно, кажется, может. На русском может быть галлюцинация, да. Не, Ну, вот, понял, это второй да, момент, ну, который вот я хотел добавить, потому что как будто бы вот предыдущий человек не обратил внимания, а это же вроде прям боль-приболь сейчас основная курсора. За счет того, что у него прям рутованные права, он очень много что может менять. Бывает такое, что он меняет там, где ты не просил, ты словил эту галлюцинацию и словил ее там 8 коммитов назад. И все, и это прям как бы гемор. Не знаю, может быть, только у меня такое было. Вот хотел бы обратить внимание. И Да. третье, я хотел дополнить, что все-таки курсор сохраняет, несмотря на то, что он этот композер сейчас интегрировал в агент и сейчас принудительно заставляет пользоваться агентом, но все-таки там сохраняются моменты, когда он не лезет в твой код, а когда ты с ним просто обсуждаешь некоторый кусок. И это как будто бы тоже немаловажный объем работы, который можно проводить с курсором. Не именно агентом пользоваться, а когда ты просто правки вносишь, у него есть кодбейс, он видит кодовую базу, но ты ему выделяешь конкретный сегмент и не даешь ему права лазить куда-то еще. Я вот хотел подсветить, что этот режим все еще пока работает. Да, там в окне слева, в окне, куда сообщение писать, можно выбрать режим взаимодействия. По умолчанию агент, а ниже там идет чат, по-моему, сейчас я скажу, как называется. Агент первый по умолчанию, следующий ask, это формат чата, когда он ничего не будет писать в коде, а только будет вслух размышлять, что бы он там делал, там, или отвечать просто на любые вопросы. То есть нужно между этим переключаться, и тогда будет в этот момент код защищен от изменений. Это один момент. Второй момент – это директория, в которой он ведет свою работу. Если мы делаем сначала некую базу, на которую мы будем стыковать другие модули по принципу модульной системы, да, то мы можем сначала работать в корневой директории, а потом выбрать уже и открыть новый чат для подкаталога. И тогда наша работа будет более защищена, предыдущая работа. И чтобы между ними проложить мостик, нужно, когда мы базу сделали, попросить его описать все моменты, по которым он может в модулях к этой базе уже подключиться, когда он не будет видеть более верхний уровень. Вот концептуально можно так подходить к разработке. Я предлагал...
Ага, отлично. Я предлагаю, наверное, переходить в курсор. Да. Вот. Еще мы хотели список ключевых слов получить и рекомендуемых версий для библиотек и технологий, которые будут использоваться. То есть написать команду, сжатый список ключевых слов, которые важны будут для этого проекта, который будет отражать технологии и версии конкретных библиотек, которые ты рекомендуешь использовать. Отличное замечание. Влад, хотел попутно немножко автопа. Как ты относишься вообще к канвасу, работе в канвасе? Не пользуюсь. Я вообще в окно вот этого чата не захожу, пользуюсь OpenRouter для экономии времени. Понял. Хорошо. Давай тогда запросим, сформируй краткий список, да? Список самых важных ключевых слов через запятую с указанием технологий, с указанием версий библиотек. Важно слов технологий, да? Он поймет? С указанием версий библиотек, технологий, неважно, должен понять. Главное, что формат там через запятую, кратенько, чтобы это было компактно. Сформируй в чате, напишу ему. Чтобы не плевал в канвас. Так, и будем запускать наконец-то курсор, да? Очень, очень краткий он список дал. Нам этого хватит? Попробуем расширить? Ну да. По контексту всей беседы. Кстати, как вот он, АИ, относится к опискам? Вообще ему все равно абсолютно. Да. Любое количество опечаток, нецензурщина, все что угодно. Он понимает это на уровне смысла. Так, значит, я подготовил репозиторий. Это очень важно в работе с LLM-ками по моему опыту. Коммитить любой промежуточный результат, чтобы было куда откатиться. Вот, мы сделаем... Обычно под бэк, под фронт я делаю отдельный репозиторий. В этом случае я хочу сделать один, просто чтобы все лежало в куче, мы сейчас не занимались лишними инфраструктурными задачами. И прямо здесь мы сделаем папку backend, frontend. Обычно я тоже так не делаю, не рекомендую, только в рамках воркшопа. Так, и мы сейчас занимаемся бэкэндом, и получается, можем открывать курсор на бэкэнде, чтобы он не видел остальную часть проекта. А почему не видел? Я думаю, чтобы не пачкать его контекст бэком, когда работаем над фронтом, и наоборот. Я думаю, мы же сходим из того, что мы пишем бэк, а фронт он должен сразу сам дописывать, представлять, какой фронт оптимальный будет. Мне кажется, лучше делать на основе API, потому что мы ему будем как бы весь бэкэнд давать, нафига он ему нужен. У нас, мы же когда работаем как программисты, нам же не важно, что там на бэкэнде происходит. Нам дали API-конфигурацию и все. Можно его потом попросить API-конфигурацию сделать там в виде YAML файла, или там, если, например, Swagger появится, то Swagger просто, чтобы он... Он гид не подцепил, поэтому да, придется... Давайте откроем просто здесь новый чат и дадим ему через чат команду подключиться к этому репозиторию. А он так сумеет, да? Да, должен. Он типа расширение сразу активирует для коннекта. Вот смотри, вот так вот он видит уже репозиторий, да? Все уже, да? Да, но тогда у нас и бэк, и фронт здесь. Можно ему будет сделать так, чтобы он фронт не учитывал сейчас в этой работе? Хотя сейчас там все равно пусто, да? Ладно, давайте не будем усложнять жизнь.
Да, думаю, можно, может быть, через меню файл. Но я обычно на компьютере у себя вот это вот создаю и просто указываю папку рабочую через Окей. меню файл. Давайте попробуем сейчас так. Дальше можем вернуться к тебе, да, посмотрим, как здесь пойдет. Я сразу создаю ветку, в которой мы будем работать, потому что ты посидел, поработал в одном направлении, потом понял, что что-то пошло не так, тебе хочется откатиться, ты откатываешься, делаешь другую ветку, работаешь там, потом можно что-то взять из другой ветки. То есть гид сильно помогает, когда работаешь с аишкой. Это будет какой-нибудь бэкэнд Proto 1. Такое незамысловатое название. Теперь можно сюда смело пушить все подряд. Так, теперь, что хотел показать. Когда мы работаем с курсором, здесь есть такая штука, как rules. Сейчас правил нет, их нет намеренно. Мой подход. У меня есть отдельный репозиторий, где я складываю правила для разработки на тех или иных фреймворках. У меня для этого есть репозиторий, который вот называется незамысловато Personal Settings. В нем я пишу правила. Покажу, что сейчас там есть. Пока что не очень большие наработки. Пишу тоже курсором. Есть правила для разработки на Next. Есть правила для разработки на Python. Есть такой сводный гайд, как вообще писать на Python. Мне кажется, он довольно многословный. Есть вопросы к тому, как эти правила подцепляются курсором. И вот этот вот сводный гайд уже ссылается на другие документы. Ну, то есть, как документировать код, какой стиль выдерживать, какая архитектура и так далее. Вот. Что я делаю для того, чтобы эти правила подцепились? Я их не копирую, я создаю Symlink. Сейчас вспомню команду. ln. Ну, да, я помню, что это ln, просто она у меня уже где-то есть в истории. Так, вот это путь, получается, к рулсам, и нам нужно ее положить. Workshop 1. Тут папочка курсор должна быть. И здесь rules, да. Так, скорее всего, он сейчас будет ругаться, потому что у нас нет в директории курсор. Надо ее создать. Так, и теперь в проекте мы должны увидеть, что у нас рулсы подцепились. Так, и здесь он тоже их должен увидеть. Да, он видит теперь наши правила. И получается, я как работаю? Когда я начинаю делать одни и те же замечания, я добавляю их в рулсы в отдельном репозитории, а они через Symlink подгружаются сюда. Причем рулсы, я слежу за их согласованностью с помощью самого курсора. Ну, то есть я говорю, что мне не нравится, что где-то используется npm иногда, да, у меня везде должен быть pnpm. И говорю, найди все места, где у меня есть использование npm, и исправь их. Вот на таком уровне он понимает, перерабатывает все рулсы, и получается, что правила для курсора я пишу с помощью самого курсора. И мне сейчас не хватает правил для написания правил для курсора. Ну, потому что мне приходится постоянно ему напоминать, что мы делаем руководство не для человека, а для агента LLM, что их нужно писать более краткими и подобные вещи.
Насчет языка. Вот на Python у меня была первая попытка, поэтому здесь все по-русски. Для Next я уже стал писать по-английски. Надеюсь, что вот это вот у меня разовьется. Буду рад фидбэку. Может быть, кто-то подключится и поможет с этими правилами работать. Итак, у нас теперь есть курсор, который знает про то, как мы любим работать, в каком стиле. И у нас есть задание. Влад, как мы ему передадим задание? Ну, я делал бы самые какие-то первые наброски в чате, а остальное уже обсуждал бы в окне с курсором. Но так как мы много обсуждали в чате, я думаю, что мы можем этот текст либо скопировать и передать, либо скачать эту страницу и перенести его в доксы. То есть мы можем эту страницу скачать как HTML-документ, наверное. А тут есть такое, да? В самом браузере. Вот, я боюсь, что тут будет какой-нибудь страх. Ты пробовал это делать? Давай попробуем. Я просто когда из чата GPT пробовал выгружать всякие штуки, они как-то плохо это все срабатывало. Ну, можем просто скопировать тогда, чтобы не рисковать сейчас. Ну. Это, наверное, для человека страшно выглядит, а для него нормально. Да не, он там просто не все копирует. Я не знаю, это защита или так случайно получилось. Но есть еще такой прикол, как то, что нету просто этого контента в дом-дереве. Мы можем создать файлик, в который залить весь этот диалог, который был с ChatGPT. Текстовый. Да. Так, посмотрим, все ли у нас тут попало сюда. Кстати, MD-формат мне очень нравится, когда мы работаем с яишками. Он прям и структурированный, и читается человеком легко, не перегружен всякими тегами. Очень рекомендую. Ну, мне, по крайней мере, зашло. Markdown. Так, и что делать вот с этим еще, получается, списком ключевых слов? Конец его добавить или в начало даже. Даже, наверное, в начало лучше. Начало и конец – это наиболее воспринимаемые части, да? Угу. Да-да-да. Так. Ну, теперь можем этот сохранить, Ctrl-S или Command-S. Документ. Запускаем яишку. Да. Так, я работаю с Sonnet 3.7. По мне, это сейчас наиболее работоспособная модель. В режиме Sync лучше. Cloud 3.7, Sonnet Think. Но он дороже, да, в потреблении? Да, это все копейки, ну реально с тем, что... Вот, здесь у нас несколько режимов, про которые говорил Андрей. Вот самый мощный, на мой взгляд, это агент. Это тот, кто реально выступает как разработчик. Будем пробовать на нем. Как пользователь IDE-шки вот этой конкретной, он типа все то же самое, что пользователь IDE-шки, может даже чуть-чуть больше умеет сделать. У нас вот здесь мы сейчас видим окно чата с AI, мы можем его даже побольше сделать чуть-чуть, потому что он будет писать много текста. Вот, нам это лучше все читать внимательно. Сверху мы видим приложенный файл requirements.md. Вот. Если файл не приложен, мы можем сказать ему самому найти файл в кодовой базе какой-нибудь, мы можем его описать, и он поищет и сам найдет, какой ему файл вызвать в свое окно контекста. Вот этот вот в данный момент requirements.md, он выступает, вот этот вот весь блок текста, который у нас слева requirements.md, он будет отправляться в AI на сервера Cloud Sonnet сейчас вместе с тем, что мы напишем. Он будет как выступать аргументом того, что мы сказали. То есть мы можем какую-то команду дать курсору, и он будет эту команду выполнять в связке с вот этим вот файлом.
Мы можем попросить в первую очередь его отрефлексировать этот файл и своими словами передать, как он видит то техническое задание, которое мы разработали, так, чтобы мы могли его прочитать. Пишешь на английском. Да, сорян. Проанализируй техническое задание. Будем просить задать вопросы? Да. Не приступай. Я всегда пишу «не приступай к разработке». Это можно просто выбрать режим чат вместо агент, и тогда он не будет приступать. А в режиме чат он будет ходить там по файлам, анализировать? Не знаю. Мы сейчас файл уже приложили как бы в контексте, поэтому он его получит содержание. Я обычно все делаю в агенте. Ну тогда тоже можно, в принципе. Давай попробуем. Вот не приступай к разработке, я всегда говорю. Без отмашки. Отмашку он тоже понимает. Так, пока просто пообщаемся. Знаете, нам лучше в каждое сообщение включать нашу цель, что мы хотим получить от него. В данном случае наша цель убедиться в том, что что мы видим техническое задание с AI одинаково. То есть, чтобы можно написать, как это... Я хочу синхронизироваться в понимании с тобой. Можно так написать, да. Ну что, поехали? В данный момент мы видим рефлексию его. Это то, что think отвечает за что think, и он сейчас перейдет в режим ответа. Вот, теперь он перешел в режим ответа. Он отрефлексировал, что мы от него хотим, и сейчас конкретно отвечает на наш вопрос. Кстати, то, что я забыл сделать, это закоммититься. Как я говорил, да, любой шаг стоит коммитить. Мне кажется, у нас не хватает git-игнора. И сюда хочется положить курсор rules. Тут еще можно сказать, что для курсора тоже есть файл игнора. Если наш проект, например, включает какие-нибудь большие файлы, которые уже готовы как отдельные компоненты, и мы не хотим, чтобы он эти папки и файлы видел, то для него мы тоже можем создать для курсора файл с исключениями. Тут есть еще волшебная кнопочка для ленивых. То есть ты нажимаешь, и он тебе говорит, подставляет, какие изменения были сделаны. Иногда пользуюсь, иногда пишу сам. Не, я всегда пользуюсь. Потом с ней можно еще, очень удобно по коммитам пройтись и собрать какой-то changelog. Мы даже в одном проекте это используем. Прикольно. Итак, есть ли готовые шаблоны таймшитов и отчетов? Смотри, Влад, как ты думаешь, вот у меня есть вот эти вот Google Доки, они с открытым доступом. Это не шаблоны, это примеры. Вот если я ему дам и скажу, что это примеры, он сможет мне помочь шаблоны подготовить, или мне все равно руками придется их делать? Можно, да, ссылки на эти штуки скинуть. Прочитает, не прочитает, не факт, но для верности мы можем скриншоты просто скинуть каждой таблицы, и тогда он, по ним тоже как бы распознает. Давай посмотрим для начала, сможет ли он понять это по ссылкам, да? А если не сможет, тогда будем скрины кидать, да? Вот смотри, в этом случае вот он их не пронумеровал, и у меня выход только копипастить, правильно? Да. Окей. Мне еще не нравится, что контекстного меню почему-то в курсоре нет. Если мы не сильно беспокоимся о бюджете, там он на самом деле не сильно быстро расходуется, мы можем как бы вернуться во времени, нажать на наше предыдущее сообщение и задать рамки, то есть, например, отвечай нумерованным списком. И он перегенерирует, да? Да. Это нам очень функция впоследствии будет полезна. Нужно возвращаться во времени. Если мы видим, что курсор начинает делать какую-то лажу, мы можем вернуться на несколько этапов в нашей работе назад и сказать, вот так вот ты эту задачу не решай. И скопировать пример того, как он ее решал из чата.
И тогда он будет пытаться делать это другим способом, в обход ошибки потенциально. Так, в общем, поехали, да? Да. Регенерируем. Окей. Он задает другие вопросы теперь. Первое. Есть примеры документов. Можешь использовать их с вопросиком. Значит, раз. Значит, два. Значит, три. Значит, четыре. Еще, Влад, смотри, я обычно отвечаю на все вопросы, потому что я не уверен, он потом сможет вернуть к контексту обсуждения. А вообще по одному обсуждать это норм? Зависит от подробности. Чем дальше уходит разговор, чем больше текста написано, тем хуже он помнит предыдущие блоки, тем падает вероятность того, что он типа свяжет. Ну, не все так плохо, но просто есть такой момент. Ага. Специалиста. Доступ только к ему. Тут очень сильно не хватает в данный момент голосового ввода, чтобы можно было голосом ответить на вопросы, потому что такую простыню печатать это too much. Но как бы обычно в работе, обычная правка, она выглядит приблизительно как вот сколько сейчас в чате с текста, вот примерно столько умножено на 2, это максимум желательной текстовой правки, которую лучше давать. То есть если мы... Анализируй. Ну вот я, когда не знаю точно, говорю, предложи вариант. Если он говорит про формулы, я говорю, проанализируй примеры шрифтов, примеры документов. 5. Требуется ли система? Нет. Совсем не нужно сейчас. Эти таймшиты, возможно, если формулы нужно учитывать, то их лучше скачать как для Excel и положить в какую-нибудь папку и попросить агента отдельно, типа, проанализируй, можешь извлечь, типа, формулы, чтобы убедиться, что он в состоянии это сделать. А он умеет Excel-файлы читать? Ну, Excel-файл можно же блокнотом прочитать, и, соответственно, он может... Нельзя. Как? Excel-файл нельзя прочитать блокнотом. Ну, смотря в каком расширении получается. Если CSV... Не, если CSV, да, но в CSV не будет формул. Ну, это такой момент. Я такого еще не программировал. Ну, давайте посмотрим, что-то же должно быть интересное. Как должна выглядеть аутентификация? Просто ключ. Так, кто говорит? Александр. Курсор – это лучший инструмент для написания кода или как? Почему курсор? Влад, расскажешь? Я попробовал несколько инструментов. Курсор показал себя как универсальный солдат, который экономно расходует средства, и это один момент. Второй момент, он хорош, потому что хорош его агент, который может много чего сделать за одну текстовую команду. Другие инструменты, которые я пробовал, они приводили к перерасходу средств или к тому, что мне приходилось очень много раз приступать к одному и тому же. Курсор, если у него что-то не получается в рамках одной сессии рабочий, может несколько раз попробовать решить задачу и обычно справляется. Иногда решение задачи на 2 запроса растягивается. Тогда мы видим в чате специальное уведомление о том, что
25, выполнилось 25 тулколлингов, и тогда я просто пишу, похоже, ты не закончил предыдущую операцию, продолжай, пожалуйста. И он продолжает, типа, делать то изменение, которое я его попросил сделать. Ну и еще добавлю, курсор на самом деле удобнее, потому что это по факту форк VS кода. Но если ты работал с VS кодом, то в курсоре точно здесь разберешься. Здесь только Да, добавить. спасибо. Вот сейчас небольшой момент, когда я ссылаюсь на правила, на свои собственные. Не знаю, насколько это правильно. Вот я хочу сейчас сказать, чтобы он учитывал правила обработки ошибок и правила логирования. Это очень, очень хорошо. Вот такой вот вариант. Так, 14 каких запросов. Ты поставил собачку, и он предложил список документов, которые он видит, и ты выбрал из списка после этого. Нужно... Это я просто озвучиваю, чтобы было понятно, что происходит на экране. У Google Sheets API есть особенность, что если ты будешь изменять данные по одной ячейке, ты очень быстро столкнешься с рейт-лимитом, поэтому у него есть API, который позволяет обновлять данные сразу большим количеством ячеек, и курсор вполне способен писать такой код, чтобы данные обновлялись пачками, а не по одной ячейке за раз. Вот. Такого указания обычно достаточно было. 15 пока по данных из Google Sheets. Сейчас. И я стараюсь его разгрузить. Ну, то есть я специально не говорю про то, что сейчас не нужен мониторинг, не нужно бэкапирование, не нужно думать про мониторинг, не нужно думать про производительность, чтобы он больше сил умственных потратил на решение самой задачи. Это потом можно будет проработать отдельно. Еще я хочу добавить, Влад, чтобы он учитывай правила разработки на Python. Вот, собачка. Здесь у нас есть несколько возможностей. Самые популярные это вот Files and Folders, когда мы хотим на что-то сослаться. Это Docs, которые можно добавлять самостоятельно. И здесь я надобавлял те инструменты, с которыми чаще работаю. И можно его таким образом возвращать к документации. Кстати, давайте добавим документацию в FastAPI. Наверное, это хорошая идея, да, раз мы работаем с FastAPI. Как это делается? Мы идем на FastAPI, ищем доки. Documentation. Так, смотрим, где они лежат. Они все лежат в корневом, получается, домене. Ориентируясь на ссылку, всплывающую внизу слева. Поэтому просто ее копируем. Идем в курсор. Так, там Александр Аверьянов руку тянет. Сейчас, погодите, давайте вот сейчас добавим и перейдем. Правила у нас лежат в фичах. В смысле, документация. Вот это то, что я надобавлял руками всякого. Добавляем новую документацию, даем ссылку. Нажимаем Enter. Ну вот я свожу все к lower case, просто чтобы у меня все это выглядело одинаково. Да, нажимаем Enter, все правильно. Здесь убеждаемся, что префикс правильный. Мы это просмотрели на сайте. Entry point правильный, все, confirm. Он пошел индексировать. И теперь можно ссылаться на эти правила, когда он их проиндексирует. Иногда нужно ссылаться на все правила, чтобы он проиндексировал. Здесь есть такая кнопочка рядом с корзинкой в виде книжки. Если на нее нажать, можно увидеть в итоге, какие документы он с этого адреса проиндексировал. То есть иногда нам не нужно индексировать слишком много, чтобы не перегружать внимание, чтобы не перегружать контекст. И тогда можно ссылаться на какие-то конкретные отдельные, которые нам нужны, странички. Так, ну что-то он долго прям пошел. У меня обычно быстрее все это проходит, поскольку, мне кажется, они уже проиндексированы как-то. Он, наверное, перебирает разные языки еще. Ну вот, в общем, так долго у меня еще не индексировалось ни разу. Так, окей. Посмотрим, можно ли сослаться, чтобы продолжить писать. Так, FastAPI появился, но он все еще...
целом по архитектуре нам важно понимать и убедиться в том, что курсор понимает основные вещи. Это связано с тем, откуда берутся данные, где эти данные будут сториться и куда эти данные будут уходить в конце. Соответственно, он должен увидеть, где эти данные, мы должны убедиться, что он типа видит эти данные, что он может извлекать эти данные. Вот. Без этого сложно двигаться. То есть это база. Сначала мы должны реализовать какую-то базу, а потом уже дополнительные модули, которые будут как-то внутри это все типа обрабатывать с интерфейсом или без интерфейса. Вот. Это уже последующие наши шаги будут. То есть ты хочешь сказать, что мы сейчас преждевременно про это говорим, да? Про то, что учитывая правила разработки, можно сейчас пока убрать. Но он об этом может забыть через какое-то время. Так Да, оно когда... не лишнее, наверное, будет напоминать периодически ему. Наши правила разработки – это некоторая общая штука, которая где-то находится в этом пространстве, и мы периодически должны его к этому тыкать носом. Вот. Но именно сам процесс, когда мы внедряем конкретные штуки, что когда он пишет код, нужно сначала действовать, что сначала базу – это вход данных, стор данных, выход данных, и потом уже фичи, как мы эти данные внутри обрабатываем. Как-то так я это вижу. У меня впервые упала индексация документации как раз. Может быть, тогда вот что-то такое взять. Для индексации документов просто ремарка, он использует RAG базу данных и ищет по ней каким-то алгоритмом дерева. Я не знаю точно суть этого алгоритма, но работает это примерно так, что он всю информацию кодирует в векторы и заносит в базу данных в виде векторных ключей. Эмбеддинги там идут и текстовые фрагменты. И, соответственно, когда мы что-то пишем в чате, то чтобы нам ответ, который генерирует курсор, получился удачным, для этого используется механизм обращений постоянных в эту базу данных, и мы как бы видим то, что мы пишем, но мы не видим, что в фоне при этом происходит обращение к этой документации, и из тех слов, которые мы написали, эти слова превращаются в ключи, и в контекст переносятся фрагменты из конкретной документации, связанные с тем, что мы писали. Примерно так, как работает Google. То есть мы ему что-то пишем, он нам выдает ссылки и какие-то тексты, сниппеты. То же самое получает и курсор. В фоне каждый раз, когда мы ему что-то пишем, он гуглит внутри себя как бы эту информацию и заносит ее в свою кратковременную память. А вот эта вот база, она является как бы долговременной памятью. То есть он типа вспоминает о чем-то. Вот он наиндексировал 1313 страниц, мне кажется, ни у кого столько нет. Да. Поэтому, видимо, он и провалился. Хотя вот на Next.js тоже 1100 и ничего. Было нормально. Ладно. Смотри, я по мотивам нашего разговора сказал, что все-таки учитывай правила разработки и сосредоточься на понимании структуры данных документах, с которыми нам предстоит работать. К разработке не приступай. Поехали, да? Иногда вот на этом статусе он у меня просто мертво зависает и помогает только перезапуск курсора. Вот если он сейчас еще вот так потупит, мы будем перезапускать курсор. На винде не происходит так. Правда, это мощный компьютер. Такого не ловил. У меня такая проблема возникает подобная, если очень много сообщений в чате, я тогда вынужден открывать новый чат и инициировать, чтобы он разбирался с тем, что он уже написал в кодовой базе, как бы заново обновив свое окно активного контекста. Но это...
У меня это бывает только когда мы долго с ним общаемся, у него очень большой контекст где-то скапливается, кратковременной памяти такой в разговоре. И чтобы его, этот контекст кратковременно занесенных в память данных, его очистить, для этого есть кнопка «Новый чат». Она находится рядом с кнопкой настроек, и ее мы нажимаем после того, как мы какую-нибудь фичу реализовали фичу, переходим на следующую, то мы открываем новый чат, просим его освежить в памяти вообще, с чем он работает, посмотреть там файлы и так далее, и дальше приступаем к реализации следующей фичи. Вот. Обычно так же, да. Такая итеративность. Так, вот как я решаю это? Я обычно его просто закрываю. Он, слава богу, умеет сохранять контекст. И просто перезапускаю. Вот он перезапустился, и мы можем просто отправить сообщение заново. Обычно это помогало. Здесь тоже, да. Вот он начал работать. Так, здесь он показывает, видимо... Он сначала вот это вот то, что было, это его обдумывание, и вот сейчас он переключился на ответ уже. Угу. Ага. То есть, получается, он залез в доступ, да, в документы, потому что это правильная структура. Супер. Ага. 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 Молодец. Угу. Так, ну, мне кажется, что структуру данных он понял. Ну, единственное, что про сводные отчеты он ничего не сказал. Будем просить его, чтобы он понял их? Да, будем. Вообще, в целом, про то, что мы сейчас делаем, это выглядит так чуть-чуть или не чуть-чуть затянутым, но практически, когда вы работаете с чем-то, это выглядит гораздо более быстро. Вы начинаете писать ему команды, начинаете что-то не учитывать в своих командах, он генерирует код, вы смотрите на этот код, или же сразу интерфейс какой-то получаете, программы, клацаете там, видите, что не получается, какая ошибка генерируется, вы кидаете там эту ошибку в чат, либо возвращаетесь на шаг назад и дописываете что-то, и вот таким способом все идет, обычно гораздо быстрее процесс. Ну, как обычно, когда мы собрались вместе толпой, да, и обсуждаем каждый шаг, это медленнее, естественно, потому что мы говорим про всякие аспекты. Когда работаешь один, да, действительно все идет гораздо быстрее, больше откатов, больше проб и попыток. Итак, что, попробуем тогда перейти к реализации, да, чтобы веселее стало. Угу. Продолжаем в этом же чате. Обычно я прошу его сгенерировать план работ и не приступать к разработке. Потом, когда вижу, что план адекватный, после этого только по шагам начинаем действовать. Как, поддерживаешь? Я предлагаю, чтобы он на бэкэнд генерировал, а фронт, типа, уже там где-то как-то разберемся. Потому что он фронт хорошо генерирует, в принципе, и обычно мало возникает вопросов. Если оборот данных правильно построен, то фронт он выстроит для них нормально. Ну, я про то, что вот мы сейчас не просто говорим «приступай к разработке», да, а я предлагаю сформулировать план работ. Как да, он будет. Да. Потому что когда ты ему говоришь просто «иди и делай», он делает какую-то херню. Да. Если с планом, то у тебя есть возможность посмотреть, во-первых, что он предлагает, вмешаться туда, если его понесло куда-то не туда. И, во-вторых, он просто сам по себе с планом работает лучше, чем без плана. Вот мои ощущения. Сформируй план работ для разработки сервера проекта в папке. Вот по идее у нас папка backend должна подцепиться, но она почему-то не цепляется. Не знаю почему. Может попробовать его попросить переиндексировать? Не-не-не, лучше не надо, это надолго может быть. У меня быстро обычно. У нас мало же. Угу.
Я на винде обычно просто папку нажимаю на эту, там, на этот файл, на какой-нибудь или на папку, и путь копирую и вставляю сюда, Ну, тогда можно... чтобы его прицелить. Ну вот да, что-то не индексируется. Хорошо, тогда будет папка backend. Тоже должен понять. Сформулирую планы работы разработки проектов в папке backend. Учитывай требования правил. Значит, что здесь важно? Ну, в целом, development guide. Дальше, как работать со структурой проекта. Project layout. Потом здесь важно, чтобы он использовал UV. Ну, пока, наверное, все, да? Тестирование и прочее. Наверное, все, да. К разработке не приступаем. Интересно, что он прочитал, да, получается, вот эти Google Доки. Будем знать. Угу. Итак, что он нам предлагает делать? Он нам предлагает сначала инициализировать проект с UV и init. Согласен. Хорошая идея. Добавление зависимостей. Ну, отдаленно похоже, потому что вот в этой требухе я плохо разбираюсь. Я знаю, что да, там для работы с Google API нужно много библиотек, это правда. Dev-зависимости. PyTest, да, нам нужен. Async.io PyTest тоже нужен. Black Assert IP Coverage, да, нужен. Проектирование архитектуры. Значит, у нас будет папка SRC. Это описано как раз в Project Layout правилах. Только вот здесь он порядок перепутал. Это особенность того, что мы работаем в одном репозитории с бэкэндом и с фронтендом, и у него, по-моему, в мозгах что-то напуталось. Сейчас его надо будет скорректировать. Дальше. Базовых модулей. Определение моделей данных. Ну, окей. Аутентификация и авторизация. Вот оставим шагами. Так, хорошо. Рестап тестов для endpoint'ов. Не знаю. Будем идти через TDD, как вы думаете? Напомню, что это? Test-driven development, то есть, когда мы сначала пишем тесты, видишь, он предлагает сначала писать тесты для endpoint'ов, а потом только реализовывать эти endpoint'ы. Так мы же сказали, что без тестов. Давайте без этого, без разработки через тестирование, а то закопаемся еще больше. Вот, из существенных замечаний, вот здесь он меня очень плохо понял. И это как раз тот момент, когда надо вмешаться. Иначе Просто пишем 3, пункт 3, ты перепутал. Вот так правильно. И один пример. В качестве one-shot или few-shot несколько примеров можем показать, как правильно. Окей. То есть здесь ты сделал неправильно, правильно делать так. А пункт там 6 или какой-то там не делай вообще. И все, и дальше Enter. Да. А это получается, чем кратче я отвечаю, тем лучше, да? Ну, это тем меньше тебе писать, тем быстрее получается. Ну, а контекст я не засоряю, чем если я пишу развернуто и много. Засоряешь. То есть лучше, да? Ну, не сильно засоряешь. Более сильно засоряет, когда я через генерирую, у него что-то не получается, сыпятся ошибки, я все эти ошибки просто скидываю туда, и он сам с ними разбирается. Вот это я засоряю его хорошо, в результате чего потом через там 20 раз, через там 20 сообщений, 30, я открываю уже новый чат, чтобы старый контекст обнулился. Так, я хочу backend SRC Core. Я хочу... Сейчас немножко запутался в клавишах. Что он там предложил? API. И ТП напишу, он должен понять. Да? Так, и что мы не хотим делать? Это надо... Тесты выкинуть какие-то. Написание тестов для endpoint'ов. Так,
тесты не делай, потому что сюда сложно сослаться, мне кажется. Тесты не делай. Пойдет? А Ну, здесь можно... номер пункта указать. Ну, там, видишь, там в пункте есть и разработка реализации endpoint'ов, а это надо делать. Типа пункт 6, тесты не делай, остальное делай. Ага, понял. В пункте 6 тесты не делай. Остальное делай. Дальше. Логирование делай. А вот CI/CD не надо, да? Пункт 8 не делай. Документация – это хорошо. Юнит-тесты. Вот юнит-тесты нужны, интеграционные не нужны. 10. Юнит-тесты делай. Интеграционные нет. Производительности точно не надо. Производительность не проверяй. Так, и я скажу, что скорректирую план. К разработке не приступаем. Добро? Угу. В целом тут можно сказать, что генеративные сетки разрабатывались в том числе на принципах вопросов-ответов, когда у вас фоновый звук. Алексей. Ну, это у нас здесь немножко шумят. Извините. Ага, окей. Значит, LLM-ки их разрабатывали, когда их обучали решать человеческие проблемы. Как правило, им подкидывали пары из вопрос-ответ или там, например, текст, перевод текста, и таким образом их учили. То есть для них такой формат диалога является супернативным, и они хорошо очень понимают такие форматы. Ну что, мне кажется, пора генерировать код. Обычно я говорю, реализуй план шаг за шагом и дай мне возможность принять работу. Как, Влад, смотришь? Ну, я обычно подстраховываюсь и разбиваю на два более маленьких плана. И типа сначала говорю, делай вот эту часть плана, а вторую часть себе где-то в текстовый документ сохраняю в блокнотик. И когда вижу, что ту полностью все сделано, перехожу к следующей. А ты вот этими блокнотами не пользуешься? Я Notepad просто использую у себя на компьютере и все. На него можно ссылаться. Ага. Давай. Ну, я пробовал, но пока что, да, не сильно отличается. Надо просто, вы как человек опытный можете предположить о том, сколько в каком пункте требуется действий, плюс-минус, чтобы это реализовать. То есть то, что посложнее, там, например, что полегче. И таким образом это все типа разбивать на части, эту базу. Ребята, а вот если разные чаты использовать, да, можно, например, во втором чате сослаться на какой-то результат с первого чата? Можно, но я бы не рекомендовал. То есть я бы рекомендовал общаться в одном чате, потом, когда фича закончена, полностью переходить на следующий чат и в ней общаться. Лучше сказать, посмотри, вот здесь вот у тебя в такой-то папке реализована такая-то фича, она делает то-то и то-то. Посмотри на файл и расскажи мне, какой оборот данных эта фича обеспечивает. Тогда он читает эти файлы и сам описывает, что делает каждый файл, как они вместе с собой связаны. После этого можно ему сказать, можно не говорить, сказать можно типа создай себе, там, я не знаю, roadmap какой-нибудь или что-то еще, и положи это в папочку какую-нибудь на сервере. И, значит, после того, как он отрефлексировал какой-то участок кода, мы можем уже к этому коду говорить, делай то-то и то-то для того, чтобы его, типа, изменить, потому что моя цель – получить то-то и то-то. После... Я, наверное, упустил. А как у нас появился dev backend план? Так вот, мы его разрабатывали здесь вот этими запросами. Проанализируй техническое задание. Да, ну вот в центральном окошке, как он там появился. А я его скопировал туда просто руками. Это ноутпады. Я понял. Это ноутпады, это сущность курсора. Какие-то сведения важные для всего проекта ты сюда вносишь, и потом можешь вот так ссылаться, видишь? Да, вот, да, хорошо очень. Я у себя просто в Notepad копировал и потом сам оттуда
Ну, этот вариант более правильный, как Алексей предложил. Ну, посмотрим, как сработает. Так, после каждого шага согласовывай изменения со мной. Так. Даже не изменения, а продолжение. Вот со мной. Ну что, поехали? Надо шаг за шагом сказать, да? У кого-то, может, какие-то вопросы возникли по той картинке, что на экране? Ну, там в чат вопросов накидали. Ну, в чате вопросы, они не обязательные, там, если будет время, то можно там ответить, то есть я туда скидываю такие вопросы, которые не касаются конкретно происходящего момента. Итак, он пошел запускать команды. У меня вообще YOLO мод включен, но некоторые команды, модифицирующие, я внес в blacklist. Настройки. Вообще YOLO мод – это когда ты позволяешь АИшке самой запускать команды без подтверждения тобой. Немножко страшно. Где-то в фичах, по-моему, да, это у нас... это не YOLO мод, это теперь Autorun Settings. Вот. И здесь можно формировать описание, что можно запускать, что нет. Можно в whitelist добавлять команды, можно в blacklist добавлять команды. Вот. У меня МКДИР не там, и он решил меня переспросить. Ну, это вы настраиваете под себя, учитывая ваш уровень паранойи. Ну вот он, когда перешел к коммитам, я очень сильно разозлился, потому что я очень не хочу, чтобы эта штука коммитила. Коммитить все-таки хочу я. Те изменения, которые мне показались правильными. Ну вот, здесь мы пока что подтверждаем, а можно внести вот эту вот команду в Autorun, тогда бы он сам бы все это сделал и меня бы не ждал. Вот, он запускает UV init. Мы используем UV в качестве менеджера пакета для сервера. Вот у нас создалась структура проекта первоначальная. Вот он нам даже какой-то readme сюда запихал уже. Что у нас есть? Папка src, согласно структуре, которая описана в рулсах, где-то в Project Layout. Папочки пока что пустые. PyProject Toml вполне стандартный. Так, что делает наш парень? Давайте смотреть. Значит, вот он создал UV init, readme сделал, PyProject Toml сделал, заголовки базовых файлов пакета. Ладно, это можно было не делать, ну ладно, хорошо. Какой-то ерундой занимается, честно говоря. Ладно. Так, вот он меня спрашивает теперь вообще, то, что получилось, это ок, не ок. Ну, не знаю, пока что я не вижу, что здесь правильно, неправильно. Давайте попробуем закоммититься. Вот этот файлик лишний, его сгенерировал UV. UV. Я обычно их выкидываю сразу. Так вот, классно. Идем и коммитимся, чтобы у нас был шаг, куда можно откатиться в случае чего. Волшебную кнопку давайте использовать по полной в этой демонстрации. Мы видим, что описание, в принципе, довольно удобно. Можно сказать, просто продолжай. Вообще, в целом, YOLO мод, это, я так понимаю, переводится как «живем один раз». Это когда вы разрешаете делать все курсору. И сейчас Алексей показал, что с этим обновлением, с новым в курсоре, появилась возможность все-таки сказать, чего делать нельзя ему, кроме того, что все можно. Вот. И был вопрос в чате по поводу, как расходуются средства на курсоре. Вы когда регистрируетесь на курсоре и скачиваете программу, она связывается с аккаунтом с вашим, вы закидываете $20 туда, когда у вас заканчивается тестовый баланс. Расход происходит так, что оно высчитывает, сколько запросов к клод вы делали, и эти запросы учитывает в том, что за $20 вам дается какое-то количество
количество запросов. Когда эти запросы заканчиваются, это если вы работаете в этом курсоре ежедневно, то они могут закончиться где-то через неделю-две, то, соответственно, вы просто пополняете счет и продолжаете дальше как пользовались, так и пользуетесь. Вот. Ну, я на самом деле упирался в исчерпывание фаст-реквестов, и скажу вам честно, практически ничего не изменилось. Ну, то есть вот slow реквесты и fast реквесты примерно одинаково для меня работают. Мой личный опыт. Может быть, просто там они еще не докрутили приличные ограничения, и вот эти ограничения существуют на бумаге. Ну вот сейчас видно, что 161 быстрый запрос, купленный из 500, я использовал, а мне еще обновление будет только через 24 дня. Ну, то есть вот за 6 дней я потратил 160 запросов. Причем я работаю вообще далеко не full-time, а вот только иногда нахожу часик что-нибудь поделать. А рядышком там были еще вот модели, которые не лимитированные, да? Вот они как отличаются, как он понимает? Они тут, ну, неумные вообще. Ну, а их нужно выбирать как-то в курсоре, да? Да, можно. Но не нужно. Ну, знаешь, иногда, может быть, какие-то очевидные вещи, чтобы сэкономить. Ну, то есть ты, когда создаешь чат, да, ты можешь какой-нибудь вот режим ESC задать, да, и тут выбрать какую-нибудь модель мини, допустим. Она тебе поотвечает что-нибудь про твой проект. Может покомментировать код. Ну, например, да. Ну, то есть здесь уже сам у тебя выбор модели там от самых мощных до самых слабых, поэтому выбирай уже исходя из своих требований. Вопрос цена ошибки. Если вы изначально где-то допустили ошибку, она же будет увеличиваться стоимость этой ошибки ближе к концу проекта. То есть, соответственно, если вы где-то начали использовать более слабую сеть, у вас растет вероятность ошибки, и вы в итоге заплатите больше за эту. Ну, но тут как бы речь, контекст чего? Контекст прощупывания самого продукта, да, ну, инструмента, я бы сказал бы. И было бы хорошо, наверное, какое-то время поюзать бесплатные, даже чтобы не уходить, сколько бы ни было запросов. Вот. А потом уже, когда есть реальный проект, то можно и подключать более качественные варианты. Ага. Так, смотрите, что у меня произошло. Я столкнулся впервые, видимо, когда я переключался между чатами, у меня почему-то здесь не предлагается что-то выполнить, даже пап терминала нет, ничего такого. Я попробовал проделать команду руками, но ему что-то не понравилось. Обычно я нажимаю где-нибудь в этом окне Enter или просто его закрываю и говорю, что ты не закончил предыдущую операцию, продолжай, пожалуйста. И он начинает рефлексировать, что там типа не так пошло, и пытается либо то же самое сделать, либо попробует сделать это другим способом. Вопрос из чата. Курсор похож на VS Code. Кроме интерфейса есть связь. Этот курсор, это форк VS Code, то есть он типа сильно похож на VS Code. То есть они взяли open-source VS Code и туда прикрутили свой курсор сверху, как модификацию. Так, похоже, мы опять в этой же картинке. В общем, переключаться между чатами, да, поломало состояние IDE. Я решаю это всегда так, что я его закрываю и запускаю снова. Я бы потом, знаешь, как бы еще бы поступил бы, Леша, наверное, бы провел бы анализ, сравнил бы, допустим, там с тем, что дает JetBrains нынче. У них же тоже там есть AI Assistant. И посмотрел бы, как в нем. Ну, мое вот мнение, что чтобы попробовать инструмент, надо хотя бы месяц с ним плотно поработать. Вот. А мне кажется, что я еще не закончил курсор распутывать. Может быть, как-нибудь я найду этот месяц. На днях там какой-то есть блогер IT-борода, и он сказал, что JetBrains инструмент неудачный в сравнении с курсором. И говорит, что он попробовал очень много инструментов за год. Вот смотрите, интересный момент. Он запустил команду UVSync, получил ошибку, проанализировал вывод этой ошибки
и пошел ее исправлять сам. Вот это вот принцип агента, что это не только LLM, которая отвечает, но и вызов функций, которые обеспечивают походы в интернет, походы в консоль и всякие прочие плюшки. Ну вот видите, да, он Вообще, сделал команду, он понял, что находится не в той директории, он изменил команду. Если бы у меня авторан был бы включен, он бы сейчас сделал это без моего вмешательства. Вот, теперь команда прошла. И он пошел дальше. После того, как убедился, что она прошла. Такая вот, искусственный интеллектина. А инсталл у него не пройдет, потому что ему просто нужен UV-Sync. Он сейчас просто не прав. Если я ему об этом скажу, мы же ничего не поломаем, Влад, да? А может быть, наоборот, не скажем, и пускай он сделает ошибку? Ну, уже установил все. Более того, это особенность UV, что ему sync не нужно делать, он сам сделает в тот момент, когда это потребуется для какой-то другой операции, потому что он делает это быстро. Уже установил все. Вопрос из чата: анализ существующего кода лучше делать в OpenRouter или в курсор? И почему? В курсор, потому что курсор видит всю вашу кодовую базу, а OpenRouter, не совсем понятно, как в OpenRouter анализ кода делать, то есть фрагменты туда сбрасывать отдельные, а он же не будет видеть, как бы, с какими другими файлами это связано и зачем так сделано. И, соответственно, так как курсор может это все видеть, он будет более аргументированно отвечать вам по вашему действующему коду. Вообще, в целом, это очень большая тема. То есть AI-проекты писать с нуля или дорабатывать действующие проекты – это очень разная головная боль. То есть писать с нуля очень просто проекты в курсоре, а вот модифицировать существующие – это уже посложнее задача. Но и без AI такая же проблема. Что-что? Писать новое легко, ковыряться в старом сложно. Ну, то есть та же проблема, что и у людей. Да. Ну вот мы видим, что он пошел штамповать базовую структуру проекта, Python-файлы. Там касаемо Gemini спрашивают. Ну, в Android Studio Gemini я конкретно в Android Studio не пользовался, но по факту Android Studio — это то, что сделано на базе JetBrains, на базе IntelliJ IDEA. И, ну, в принципе... Так, я отойду на 2 минуты хотя бы. Сейчас, секунду. Да, давай. Можете обсудить. В принципе, в курсоре оно помощнее будет, чем, например, в продуктах JetBrains. Тем более, я там пока... Ну, я еще, честно говоря, в нем толком не разбирался. Есть ли там возможность выбирать другие модели, есть ли там возможность задавать, там, например, свою модель, потому что у них, насколько я понял, там своя какая-то, свой какой-то AI Assistant на базе какой-то своей модели, которая у них там где-то находится. Гугловский, мне кажется, вот Gemini. Ну, гугловская, ну да, Gemini это гугловская, но просто как бы Google, наверное, спонсирует разработку Android Studio. Поэтому, кстати, Android Studio и бесплатный, в отличие от других там продуктов, которые делает JetBrains. Вот. Поэтому там стоит... Понял, то есть, в общем, лучше курсор, да? Ну, смотря что вообще тебе удобно как разработчику. Ну, мне бы, например, в курсоре неудобно было бы писать там Android-приложение или приложение там, например, на iOS. Flutter приложение, вот кроме VS Code, ну, нормально, адекватно нигде не работает. Android, iOS лучше как-то, если ты пишешь нативно, ну, именно нативные приложения там, на Kotlin, на Swift, лучше писать вот в конкретных средах разработки, там, в Xcode или в Android Studio. Иначе, ну, нету того функционала в курсоре, который там, или в VS Code, который там под iOS точно нету, он даже Swift понимает, и то есть нет таких мощных подсказок, как в Xcode. Ну, да и здесь, честно говоря, неудобно вообще. Я вот пользовался в VS Code с эмуляторами, когда там пытался делать... У него у VS Code проблема была еще, что он с JVM плохо работает, в принципе. Ну, у меня почему-то он так и не заработал. Нету синков удобных, как в Android Studio.
И с эмуляторами, симуляторами тоже не очень работать было. Так, ничего себе, он тут уже разрабатывал. Давайте разбираться. Тут Александр спрашивает касаемо совместимости с другими SDK, но я как понимаю, ты имеешь в виду совместимость с теми библиотеками, которые там в маркетплейсе, да, они полностью совместимы, потому что это по факту, ну, ядро VS Code, поэтому здесь обратная совместимость присутствует. Ну, я имею в виду именно не именно SDK VS Code, а вот вообще другой SDK, ну, например, там C-Builder какой-нибудь, который старенький уже вроде, но все равно еще поддерживается, и у него свои библиотеки. Вот. Но если он в VS Code работает, то он у тебя, скорее всего, в курсоре заработает там с 99%. Ну вот в VS Code этот код, он как раз у меня как бы не запускается, вот, и вот отсюда и вопрос. Ну, наверное, здесь тоже он не запустится, потому что, ну, курсор – это форк VS Code. Вот полностью. Вот то, что есть в VS Code, есть в курсоре. Ну, то есть все равно есть вот еще дополнительные рамки, да, в которых мы можем работать. То есть, выходя за них, мы имеем какие-то сложности. Ну, если у тебя, как я сказал, если у тебя VS Code работает, то оно у тебя будет работать и в курсоре. Тут те же самые пакеты, те же самые цветовые темы. То есть, есть, например, сайт там VS Code, ну, где представлены цветовые темы для VS Code, они спокойно подходят к курсору. Так, еще небольшая утилитка, которая помогает, это тот самый tab, который... С табом, кстати, у меня был такой опыт. Но мы же по факту, когда код пишем, он же у нас везде шаблонный. То есть там, например, создать интерфейс, потом создать имплементацию этого самого интерфейса. И VS Code, в моем опыте, он самостоятельно уже прочитал структуру и понял стиль моего кода, и когда я начинаю писать какой-то интерфейс, он уже сам мне, ну, во-первых, начинает накидывать какие-то могут быть методы, а когда я начинаю писать класс, он уже мне автоматически, ну, имплементацию, он мне уже автоматически начинает подкидывать реализацию готовую, не просто там unimplemented. Ну вот на этом шаге обычно, когда у меня что-то появилось, я пытаюсь это запустить. Ну, просто чтобы держать контроль, нужно видеть, как это работает. Наверное, это один из самых сложных шагов. Теперь я обычно создаю еще один чатик, где прошу его разработать конфигурацию для запуска в VS Code. У меня хорошо, что есть для этого тоже подходящее правило, которое я уже написал. VS Code Python config. Конфигурацию запуска сервера приложений. Согласно правилам. По поводу IDE-шки можно сказать еще, что если вы в чем-то привыкли работать, вы можете использовать курсор как дополнение. Можете какие-то операции с кодом проводить в курсоре, а там результат смотреть так, как вам удобно это обычно делать. А это на самом деле по опыту неудобно. Ну, ты либо где-то чем-то в одном сидишь, либо в другом сидишь. Все-таки даже... Вот он сделал конфигурацию запуска. Давайте посмотрим, как она сработает. Еще сеттингов нафигачил. Иногда, кстати, можно еще попросить посмотреть внимательно на тот файл, и посмотреть на проект и проверить, не допустил ли он ошибок. Ну, это иногда можно такой применять еще метод. Он иногда может, соответственно, что-то еще дописать важное. Так, на чем-то валимся, мне кажется, да? Модель Identity Settings. Я не знаю даже, что это такое. Может быть, он правда про него забыл. Кстати, да, подсвечивает. Что, попробуем фиксануть в чате вот так кнопочкой? Ага. Оп. То есть одной кнопкой мы отправили проблему ему на изучение. Так, он предлагает пойти в бэкэнд, и вот он опять косячит. То есть он какого-то черта решил использовать UV pip install, хотя в инструкциях явно говорится, что надо использовать add.
Вот. Неверно. Действует по инструкции. Ну, это про то, что нужно контролировать, что он делает. И у нас здесь есть работа с UV. Он ее забыл, не знал, не знаю, что-нибудь. Короче, если у вас нету внимания, просто не садитесь писать с курсором, потому что нужно будет все читать и валидировать. Сейчас команда правильная, но это мне нужно было заметить. Так, проверяем. Ага, так. Вот это уже интереснее. Modeling SRC. Я думаю, что здесь проблема с тем, что он вообще решил через SRC импортировать. Надо вспомнить, писал ли я об этом где-нибудь. Кажется, мы с ним разбирали уже эту проблему. Код style. То есть он неправильно работает с лейаутом. Да, вот у нас должно быть SRC. Так, наверное, нам надо вернуться тогда обратно в тот чат, где мы занимались основной структурой. И поговорить с ним, что созданная не соответствие требованиям Project Layout. Теперь надо показать ему тот участок, где мы споткнулись. Помню, где это было. Здесь, да. Вот знаешь, что мне еще не нравится? Если я строчку скопирую, то он ее не текстом скопирует, а ставит сюда как ссылкой на линию. Прям мне не нравится. Пример. Импорт должен быть без SRC. Вот, действительно, согласна. Я Владу тут рассказывал анекдот, когда ты программируешь с яишкой, ты ему говоришь, типа, сделай план приготовления яичницы. Он такой, отлично. Чтобы приготовить яичницу, нам нужно поставить сковородку на огонь, разбить яйца, разбить окно, бросить яйца на сковородку и дождаться до готовности. Ты такой, блин, подожди, а зачем разбить окно? Он такой, да, действительно, окно разбивать не нужно. И сейчас я исправлю план разработки вообще запросто. Вот, этот момент я с ним отрабатывал в прошлом, то, что он импорты вот такие кривые делает, и уже структурировал в файле правил. Поэтому мне сейчас достаточно просто сослаться и не объяснять ему снова. То вот так вот импортировать плохо, а вот так хорошо. Он пошел и теперь должен все исправить. Мне кажется, тут еще package name должен быть, он почему-то это упустил. Ну ладно, посмотрим сейчас. Если работает, то, наверное, не будем уже сюда копать. Я пока не коммичу, мы ждем работоспособного состояния, в том плане хотя бы, чтобы оно запускалось, тогда можно будет сделать коммит и продолжить дальше. Вы видите, да, что объем работ проделывается очень большой, да, за... Мне кажется, мы бы кодом уже давно бы быстрее бы, но это такая, знаешь... Чем бы быстрее? Ну, вот ты бы кодом бы гораздо быстрее бы, если бы, ну, классически бы программировал бы, то у тебя... Да нет, Влад, я бы это просто не успел бы даже напечатать, если бы даже знал вообще. А если еще и думать, нет, точно бы не сделал. Вот, работоспособность еще под вопросом.
мы с этим боремся. Но сам подход к разработке меняется. Да. Опять-таки, это та же самая ошибка, к сожалению, которая прописана в правилах. То, что у меня вместо SRC должен идти package name, и он все равно это не сделал. Не знаю, почему он сейчас так стал тупить. Обычно он с этим справлялся лучше. У него в окно контекста уже далеко, наверное, уехали твои правила, которые ты ему давал. И он, может быть, стоит уже на каком-то этапе принять решение открыть новый чат, попросить его ознакомиться с кодовой базой, сказать, на каком моменте мы остановились, и сказать, какие правила использовать. Но это как бы на текущий момент необходимость. Окно контекста ограничено у всех нейросетей. Оно... Давай, кстати, попробуем. Да, так я тоже иногда делаю. Я остановился и говорю, проанализируй текущий код на соответствие вот этим правилам. И пусть он сам себя... Ну, то есть размер контекста имеет значение, да? То есть очень. Все мы туда не засунем. По поводу вообще LLM-ок, там тот же Gemini, он, ну, так, неплохая сетка, но ошибки больше будет допускать, чем Claude. Но у Gemini, например, у того же, у него окно контекста больше, чем у всех других нейросетей. Может быть, в каких-то случаях это будет полезным для анализа какого-нибудь большого проекта. Ну, это надо практически тестировать, применимо это, его свойства или неприменимо. Вот, у остальных поменьше. У Клода, по-моему, там что-то 200 тысяч токенов окно контекста, у Gemini там 2 миллиона, по-моему, окно контекста. И у других сеток в основном тоже там в районе 200 тысяч. Так, ну, я думаю, видно, да, что я делаю. Я инструктирую опять эту штуку, проверить то, что она сама сделала. Было бы, конечно, неплохо, чтобы сейчас что-то работало, и мы закоммитились. Мы уже довольно долго сидим без коммита, я уже немного тревожусь. Потому что все, что без коммита, это потенциально потерянный прогресс. Потому что вот сейчас мы в таком зависшем состоянии, что много сделано, но мы понятия не имеем, работоспособно оно или нет. Нам нужно как можно быстрее докатиться до работоспособного состояния, чтобы закоммититься, и тогда можно будет двигаться дальше. Ну, вот так примерно и живешь. То есть стараешься как можно быстрее дойти до того, что работает, закоммититься, и потом шагать вперед. Иногда можно еще промежуточные какие-нибудь визуальные интерфейсы для тестирования, для вывода информации просить сгенерировать, чтобы глазами посмотреть, подтягивает ли он информацию в том виде, в котором мы ожидаем, что он ее подтягивает на каком-то из шагов. Он, кстати, вот нашел то, о чем я говорил, что у нас нету пакета. Отсутствие каталога bin, да. Да, ну и обычно я говорю, примени рекомендации. Он пошел сам себя исправлять. Мне не нравится название. По поводу соотношения входящего контекста к исходящему. Тут из чата вопрос, можно ли много подробно описать, как я понимаю этот вопрос, можно ли много подробно описать задачу и в результате получить именно то, что хочется. Ну, в основном да, но если вы хотите очень много кода на выход получить, то может так быстро не получиться, потому что количество кода, который он отвечает в своем ответе, оно лимитированное. И, соответственно, лучше крутиться вокруг какой-то там одной фичи и пытаться ее хорошо сделать, и потом на следующую уже переходить и уже подробно ее описывать. Да, вот такой вот подход. Буквально недавно этот вопрос, вот, да, был ответ, да, вами же. Спасибо.
Так, он пошел реструктурировать так, чтобы это все было правильно. Я не понял, почему он просто МВ не делает. Он как будто заново... А, нет, копирует. Он по сложному пути пошел. Да, плохо, что мы не закоммитились. Иногда он начинает неверно отвечать, там есть вот кнопка «Стоп», можно типа его остановить и сказать, как правильно, или же перед тем, как сказать, как правильно, откатиться на предыдущий чекпоинт. Чекпоинт, он под вашим сообщением находится. То есть мы сначала останавливаем, потом нажимаем «Вернуться к чекпоинту». И с уточнением запускаем. Ну, я за это уже говорил, в принципе, ну... Ну, получилось не так бодро, как я рассчитывал, что-то разработать. Видимо, нужно будет встречаться снова уже с заинтересованными ребятами. Такая получилась вводная часть, и как вообще можно приступить. Единственное, хочу сказать, что несколько проектов такого небольшого масштаба, типа парсеров, простеньких серверов, ботов, ну, может, даже выше, чем простеньких, но не сложных. Да, там CRM-систему вот, в курсоре мне пока что не удалось разработать, исходя из требований. Но вот такие вещи, что-то от маленького к среднему уже получается. Примерно с таким подходом. Бывает идет бодрее, бывает сложнее. Наверное, здесь еще сказывается то, что я недостаточно сконцентрирован на том, что он делает. Ну, все-таки говорить, объяснять, да, и программировать одновременно сложно. Ну, и мы немножко взяли нестандартную задачу, да, то есть не в базе данных, а с Google Sheet'ами. Я хотел продемонстрировать, как хорошо с этим справляются LLM-ки, ну, даже с не очень стандартными подходами. Я думаю, с базой данных было бы куда проще, для него более знакомый домен. Хочется довести это сейчас до состояния, чтобы у нас бэкэнд завелся, и хотя бы мы к нему curl-запросы поделали, потому что с оплаткой точно так же LLM нам может помочь. О, кстати, мы сейчас хитнули как раз вот эти 25 tool calls, про которые Влад раньше говорил. И тут требуется явно вручную подтвердить, что нужно продолжить работу. Это чисто техническое ограничение курсора. Я обычно нажимаю «Принять все», и потом в чате ему пишу, чтобы он продолжал. Не знаю, насколько я правильно делаю, может быть, так более правильно, как ты нажал. Эта кнопка сравнительно недавно появилась, я обычно на нее жму, даже не знаю, там, какой из этого правильный. Знаешь, вот у меня один из самых больших вопросов, это как настроить вот эти вот доки, чтобы они сами подцеплялись в тот момент, когда они нужны. Ну, потому что сейчас я вижу, что он их просто игнорирует, пока ты ему явно не скажешь, чаще всего. Вроде бы я сделал и сводный документ, где на них ссылаюсь, да, как сказано в документации. И вот этот документ, по идее, должен подгружаться всегда, как говорится в документации, и уже дальше находиться. И вроде бы по этому дескрипшену курсор должен их подтягивать в тот момент, когда он сталкивается с такой задачей. Но вот я не вижу этого эффекта. Такое чувство, что вот именно правила подтягиваются плохо. У меня есть еще попытка раздробить их, потому что файлы ну, реально большие. Он столько, видимо, плохо переваривает. Раздробить на более мелкие. Но я там завяз и бросил. Некогда просто этим заниматься. Вот. То есть к правилам есть вопросы, как правильно с ними работать. Так, этот парень нам сказал, что он все реструктурировал. Давай посмотрим. Эффект М у нас появился, но у нас остались старые файлы. Давайте ему скажем. Создал новые файлы. Старые. Что понимается под вопрос вот в чате? LLM не работает с разветвленными данными, то есть чат — это сплошной текст, а, например, с гиперссылочной информацией ему будет плохо, а гиперссылочную имеется в виду что? Как вопрос задан, может быть? Ну, это имеется в виду дерево.
То есть работают ли, например, с деревьями, Так, структура проекта, говорит, у нас выглядит правильно. Ну что, давайте. А что имеется в виду под деревом? То есть, Ну, вот, когда мы например, отправляем... гиперссылки, да, вот веб-1 это гиперссылочная информация, веб-1, да, который там создавался изначально. То есть это просто перекрестные ссылки, которые имеют какую-то связь между собой, вот, но это не сплошной текст. Я некорректно задал вопрос. Ну, мне не хватает, может быть, немножко квалификации разработчика, чтобы понять вопрос. А можно еще раз тогда я попробую погрузиться, я прослушал. Ну вот, насколько я понимаю, в принципе, Web1, он готовился для искусственного интеллекта изначально, то есть сама суть ВВВ. То есть, как бы если взять тенденцию Web1, Web2 и Web3, они основываются друг на друге, но Web1, он все равно присутствует, то есть это гиперссылки, это интернет, он работает с гиперссылками. То есть, по идее, я так понимаю, LLM-ки, они каким-то образом считывают информацию, индексируют ее по гиперссылкам, и, в принципе, можно ссылаться как-то. Ну, то есть... Можно? Ты можешь прямо здесь поставить ссылку, да, и он сходит просто, парсером заберет информацию оттуда, и, собственно, все. Ты можешь даже вот так сказать веб, он пойдет поищет ее. Ну, я к чему клоню? Я к тому, что можно ему же, да, подсовывать таким образом не запрос в виде, не сплошной запрос в чате, а подготовить ему информацию в виде, такой вот разветвленную и скормить его. Вики какую-то структурированную. Либо вики, либо даже, как бы вот одну задачу на несколько задач в виде дерева, да, которое связано в одном проекте, например. То есть разные подзадачи, веб, бэкэнд, например, и так далее. И тяжело это скормить сплошным текстом, а если подготовить в виде какого-нибудь дерева и вот это вот ему подсунуть, как он будет с этим работать? Мы тут вернемся обратно на то, что каждый свой ответ он генерирует как будто в первый раз. И из-за этой проблемы он может не учитывать то, что он до этого генерировал. Соответственно, если мы будем хотеть от него очень много, то есть один раз написать документацию, а дальше его запустить, чтобы он работал, а мы только применяли, а он шел типа по древовидной структуре вики, то так, к сожалению, пока не реализована. Идея хорошая, но такого пока мы не видим, чтобы это работало. То есть нам нужно просто брать эти кусочки и последовательно скармливать, тестировать и переходить на следующие кусочки. По этому дереву двигаясь. Так, я думаю, что в Python Pass не прописался, и опять нужно с ним... Владислав, вот вопрос вам как эксперту, да, из присутствующих, наверное. Все со мной согласятся. Система онтологии в рамках парадигмы интернета, да, и ВВВ в целом, вот она насколько реализована на сегодняшний день? Знакомы вы ли с этой информацией? Потому что она очень старая. Как бы, я так понимаю, что идея до сих пор существует, и над ней работают 1000 людей. Пусть это не придается должной огласке, но тем не менее. Что вы знаете вот в этом направлении? Ничего не могу сказать по этому поводу. Я так глубоко не копаюсь в этом вебе. Я изначально занимался поисковой оптимизацией, поисковыми технологиями, но онтологии это слишком для моей специальности было. Так, ну что, мы, кажется, что-то запустили в итоге. Так, проходят запросы. Я думаю, что мы можем считать, что сервер у нас поднят. Time and Materials Accounting Service is running. Окей. Так, и пора коммититься. Я очень долго этого ждал. Это то, что нужно делать чаще, чем мы сейчас. Давайте посмотрим, что мы тут наделали. Так, вот это вот что такое? Трект. Какой-то мусор, мне кажется, пролез чисто, да? Да.
Так. Чё еще? Будет забавно, если мы почистим мусор, и проект после этого не запустится. Ну, всякое бывает. Так, PyCache. Наверное, пора нам сгенерировать файлик на gitignore.io. Поэтому... Ой, это, оказывается, топтала. Ага. Наверное, можно было попросить яишку, но как бы тут я по старинке воспользуюсь готовой утилитой. Святой не доверяем. Так, он убрал всякие кэши, хорошо. Остальное выглядит правильно, хорошо. Пока что вносим, тут могут быть ошибки, но мы это будем выяснять уже по мере разработки. Хорошо. Все, что я пушу, уходит в публичный репозиторий, можно будет посмотреть. Так, ну что, мы что-то нагенерировали. Пока что у нас нету отпишек, насколько я понимаю. Запросы почему-то сделать мы не можем. Так. Где у нас роутинг? Кто знает в Фастапе? Вон роутинг. Выше у тебя, выше routers.py. Ниже, куда? Перед core. Отлично. Давайте, может, Курл поучимся дергать. Давай скажем ему. Можно попробовать как раз модельку, наверное, какую-нибудь попроще. Или... Я уже начинаю подтупливать, и, наверное, нам скоро надо будет завершаться. Сейчас мы убедимся, наверное, что они дергаются, и этого будет достаточно. Так, продолжим шагом с 4. Дай примеры URL вопросов, чтобы проверить API. Да, В данном случае он берет контекст из проекта, правильно? Ну, контекст у него, видишь, уже загружен, потому что я открыл тот чат, в котором мы начинали, и у него в мозгах сейчас это есть. Вот. Так, подожди, какой API key? У нас еще нет никаких ключей. У нас еще нет никакой... Да, он, похоже, поплыл здесь в этом окне. Я согласен. Может, ему еще файл указать, с которого анализ начать, чтобы он проанализировал еще кодовую базу, начиная с файла такого-то, и свой ответ согласовал с... Так, откроем консольку пока. Еще до этого что-то упоминалось по поводу индексов в нейросетях. В нейросетях индексов никаких нету, таких как есть в Гугле. Там это по-другому работает. Там, ну, это, в общем, нужно просто на Ютубе посмотреть принцип работы нейросетей, чтобы понять, в чем отличие. Или же задать вопрос в чат, потому что это долго рассказывать. Так, вот это то, что мы трогали в браузере. Оно отвечает. Это то, что какой-то docs. Давай-ка посмотрим, как он выглядит. Интересно. Да, у нас генерировалась какая-то структура. Мы можем здесь потрайт-аутить. И он нам даже что-то отвечает. То есть у нас есть заготовка для дальнейшей работы. Ну что, по
попробуем еще сделать один запрос вот на шару, да, надеюсь, нам повезет, он сделает уже что-то более работоспособное, но мы видим, что у нас есть структура проекта, которая работоспособна. Дальше что нам нужно делать? Нам нужно реализовывать функциональности, при этом каждый раз убеждаться, что все работает, тесты прогоняются, линтеры прогоняются. Это вот был бы наш дальнейший план работы. Но пока что мы на шару попробуем ему сказать, чтобы он сделал какой у нас шаг? 4, да? Давайте попробуем новый чат и говорим: анализируй план разработки состояния кодовой базы и реализуй шаг 4 плана, да? Вот, наше состояние сейчас запомнено в гите. И в случае, если вдруг он что-то накосячит, мы можем вернуться сюда и сделать некоторые корректировки. У самого курсора тоже есть возможности потому, чтобы просматривать изменения, откатываться к ним. Чаще всего все-таки это не откат, а инструкции прямо в окне чата, как мы это делали вместе с вами, чтобы он пошел, изменил подходы, еще что-нибудь сделал. Ну вот гид – это как бы последняя надежда. То есть вот без гита работать я вообще не вижу возможным, потому что иногда ты что-то упустил, у тебя где-то на предыдущем шаге что-то пошло не так, ты этого не заметил, и теперь это просочилось в другие аспекты проекта, и бывает так, что остается только откатиться. Так, наш парень нам что создает? PyDentic модель. Модель данных. Для разных сущностей. Дальше мы можем попросить его с этими данными нагенерировать какие-нибудь заглушки, которые будут давать фейковые данные. А потом следующим шагом мы можем подключать это все к реальным Google Sheet'ам. С Google Sheet'ами тяжело просто потому, что там процесс авторизации, кто работал с Google сервисами, ну такой. Просто сам по себе в ручном режиме займет минут 15 у знающего человека, да, и может быть час у того, кто впервые пойдет по этому пути. Так, нам сделали модельки. Давайте убедимся в том, что проект запускается, поинты щелкаются. Уже запутался. Так, наверное, пока ничего не должно измениться, да? Угу. Ну, оно работает, давайте закоммитимся. Все равно откатиться потом можно будет, по крайней мере, до предыдущей ревизии. Сейчас я не смотрю на состав полей, а по идее это нам нужно было делать, потому что мы сейчас перешли к бизнес-логике, и нужно контролировать, о чем он там нам запихал. Мы немножко ускоряемся, чтобы он нам что-нибудь сказал. Сервис, который будет ладно. Давай пока что он помнит как раз нашу модель, он ее только создал, поэтому ему будет несложно справиться с этой задачей. Просто уже тороплюсь.
Так, кто еще с нами? Скажите, пожалуйста, какие впечатления было полезно, не полезно, чего не хватало, что нужно было сделать? Да, конечно, Было полезно. полезно, ага, да, полезно, если одним словом, да. Но несмотря на то, что мы до результата не дошли, да? Главное процесс. Ну да, это что главное. Но на самом деле API-шка, видите, запустилась, она красивая. И как вы видели, я ни слова, никаких усилий не приложил именно к коду. Я нигде не потрогал код. Это все сделала ишка. Ну, я бы такой скоп задач, как мы описали, я бы оценил, наверное, дней может быть, в неделю плюс-минус, чтобы это сделать полностью без рук с AI и более делать как-то дробно, больше проверять результат на каждом шаге, чтобы какие-то системные ошибки не вносить. Или же просто брали бы поменьше бы задачу или попроще. Ну, в принципе, Я извиняюсь, если взять, например, вот как бы действующий проект, дебагинг, как работал с этим? Все отлично. Ну, то есть вот та конфигурацию, которую он создал, это опять-таки мои наработки. То есть вот он в VS Code положил вот эту конфигурацию, она позволяет ходить по шагам, а примеры как раз у меня описаны вот в файлах правил. То есть я ему сказал, вот делай так, еще примеры привел, как правильно запускать, то, что в VS Code есть миллион способов, как это сделать, и большинство из них неправильные. Вот у меня есть работоспособные свои наработки, я ему передал, и он теперь вот умеет, согласно этим правилам, делать работоспособные наработки. Если просто голому курсору сказать, иди сделай конфигурацию запуска в VS Code, у меня почему-то не получалось, не знаю, какая-то фигня получалась. Так, у нас начал сервер валиться, потому что пошли изменения в код. Это нормально, потому что частично изменения прошли, частично нет. Нам нужно дождаться, пока он их добьет. Так, я тебя остановил вообще-то. Он меня не понимает. Это прикол VS Code. Бывает то, что такое. Бывает. Александр. Да, вот такой вопрос. А имеет ли вообще какое-то право на существование гибридный подход? То есть ты что-то пишешь сам, что-то просишь ИИшку, и вот такое вот как бы параллельном программировании? Или все-таки либо просто чисто на ИИ, как сейчас, либо ты чисто все сам пишешь? Вот промежуточный вариант, он вообще имеет какой-то смысл? Или это неправильный подход? Я не думаю, что сейчас есть правильный или неправильный подход. Тут каждый для себя сам что-то выбирает. По своему опыту скажу, что я поначалу пытался что-то писать своими руками, но потом я осознал, насколько моя производительность ниже просто из-за моих ограничений в виде скорости печати. Просто, на порядке ниже. Мне проще проинструктировать его, что нужно исправить. То есть основное мое участие – это контроль и фидбэк ему. То есть ты вот это забыл, иди исправь. Вот то, что мы сегодня и делали. То есть то, что я сделаю руками, вот он сделает поэтому и спрашиваю. точно так же, как и я. Я не сделаю лучше. Если я понимаю, что это его хотел. Иногда, вот, когда он так долго пообщался, он начинает безбожно тупить и просто не понимает, что ты хочешь сделать уже. В этом случае, переспускаешь чат и пошел. Я пробую парно программировать, то есть он напишет мне какой-нибудь, либо мне лень писать какую-нибудь там тривиальную штуку, какую-нибудь утилсу, могу я ему скормить и продолжить дальше. То есть, в реальных проектах используется, можно как и что-то ему отдавать на откуп, можно какую-то часть функционала полностью с ним написать, все зависит лично от тебя. Я говорю, что вот мой опыт это все, я сам тоже понял. Не боярское это дело. Понял, спасибо. Так, он столкнулся с ошибкой, что опять что-то не установленное. На всякий случай ему напомню, что ставить надо не как попало, а как принято в проекте. Опять-таки, он это упустил. То есть ты, когда с ним работаешь, тут он тесты упустил, тут он документацию забыл, тут он забыл, что есть указание документацию и комментарии писать исключительно по-английски, начал писать по-русски. То есть ты постоянно где-то ловишь ошибки, связанные с тем, что у него недостаточный контекст
и он забывает. Вот. Сейчас роль человека – это, ну, как у тебя, вроде такой гений, очень быстрый, работоспособный, но который постоянно что-то забывает и не может все в одной голове удержать, и ты ему постоянно, ага, вот ты про это забыл, иди сделай, ага, вот это вот забыл, иди сделай. Вот. Примерно так выглядит работа с ИИ сейчас. Спасибо. Вот я ему передал, видите, лог ошибок из терминала. Дев-план тут уже не очень нужен, но самое главное, что отдал инструкцию, как мы правильно это делаем. И он, кстати, правильно сделал, а не как попало. Молодец. Я не знаю, найдет ли он еще необходимые пакеты. Давай посмотрим. О, он решил все-таки посмотреть. Молодец. То есть вот на предыдущем шаге он не догадался. Нет, UV-Sync там, пожалуйста, не нужен. Ну, UV-Sync бы не повредил, но это просто лишнее действие. Так, давайте посмотрим, что получилось. Так, он запустился. Наша API-шка на связи. О, нам начали выдавать какие-то данные из наших моковых сервисов. Специалисты каких-то получили. Вот у нас есть какой-то ID. Попробуем его использовать. И мы видим, да, что API-шка работает. Пока что на моковых данных. Это можем посмотреть, куда он она складывал. Это вот JSON, да, получается, а вот mock data service. Как он выглядит. Ну, слушай, тут даже подошел этот и отдельную реализацию мокового сервиса реализовал. Ну, он, в принципе, да, старается делать правильно. И опять-таки у меня в правилах есть упоминание об этом. Ну, то есть я уже про очень многие аспекты его проинструктировал в своих правилах. Итак, я вот это коммичу. Дальше. Все это в репозитории публичном. Так даже читать не буду. Вообще так не надо. Надо следить внимательно за всем. По идее, я здесь перед тем, как коммитить и пушить, должен был прогнать тесты, прогнать линтеры, прощелкать функционал, убедиться, что действительно сделано то, что нужно. Хотя бы бегло пробежаться, что он сделал, понять хотя бы примерно. И тогда можно было бы коммитить. Ну, то есть вот роль человека сейчас вот такая. Мы уже торопимся, просто пора выключаться и уходить. Я думаю, что не только я здесь устал. Дальше давайте в чате forage.partners.com где-нибудь на неделе обсудим, хотим ли мы продолжение работы над этим проектом, либо мы хотим попробовать что-то другое, либо вообще хочется изменить формат. Это был эксперимент в чистом виде, потому что, мне кажется, вооружаться яичными системами нужно любому разработчику сейчас, без этого мы завтра устареем. Я передавал свои личные ощущения, что я не пишу больше код руками, просто быстрее сделать так, чтобы ишка его написала, а ты его корректировал. Даже несмотря на то, что она постоянно все забывает, вот реально, как человек, который вот все забывает, ему только сказал, он забыл, она все равно гораздо более эффективнее применение, чем ты пишешь код своими руками. И завтра они будут умнеть, я думаю, их способности будут расширяться, и все, кто не умеет с ними работать, безнадежно устареют, потому что производительность растет на порядке. Такие дела. Не знаю, утешительно это было вот, или нет. Пожалуйста, оставляйте комментарии. И дальше договоримся. Я скинул форму обратной связи, где можно будет небольшой оставить фидбэк. Ну и вообще, как бы, в принципе, о воркшопе и о АИ. Форма в таком простом виде. Сделал на скорую руку, пока была встреча. Спасибо, Влад. Так. По поводу запись видео появится, но чуть позже. Мне надо будет ее стащить с TLDV. Думаю, в течение дня она в общем чате появится. Ну и также давайте, кого у нас нету в чате Forage Partners, я сейчас скину пригласительную ссылку на чат в Телеграме. Вы сможете подключиться, ну и там
Влад, а может тогда сделаешь там раздел AI, чтобы мы там обсуждали? Да, давай, сейчас. Или AI development, AI-driven development, давай сделаем топик. Типа того, да. Давай, сейчас так. И там будет обмен опытом. Ребят, всем большое спасибо. Дальше продолжим перепиской. Пока, хороших выходных. Спасибо, пока-пока. Всем Спасибо. хорошего дня. Пока. Всем Утро, пока. вечер. До свидания. Пока.